Запись даю Лилишин. И там эфир, вообще тема эфира будет ответы на вопросы. Там собрались кое-какие вопросы интересные в комментариях на YouTube-канале. И мы решили вот так сегодня сделать эфир такой, где мы будем эти вопросы обсуждать, скажем так. И кто хочет, будет там, у кого есть что сказать, будет на них отвечать. Ну, вопросы заданы вот вообще в адрес Чеченской демократической партии, поэтому. Кто-то вызывался зачитывать эти вопросы. Маша, ну, кто их задавать будет, службу? Кто-то должен же зачитывать. Задавать, пожалуйста, если есть, вы дадут любой. Да, пока спикер, есть туалет, модератор. И خضل вопрос, пока обсуждать, да еще еще. И حلقه حقن دومدر. ها выстал, все. Я хотел зачитать этот вопрос. Такой вопрос. Все мы знаем, что у тех или иных форм правления есть свои плюсы и минусы. Так вот, какие минусы у демократии? Так, я могу ответить на этот вопрос. Отвечая на вопрос о минусах демократии, дадим сперва определение. Демократия – это форма правления, в которой власть принадлежит народу или избранным представителям народа. Она позволяет гражданам свободно выбирать своих лидеров, выражать свои мнения и участвовать в принятии решений, касающихся их жизни. Однако, как и любая другая государственная система, демократия имеет как свои плюсы, так и минусы. Перечислим минусы демократии. Низкая эффективность. Демократический процесс требует много времени и ресурсов для принятия решений, особенно в условиях сложной политической ситуации. Коррупция. Демократические системы не всегда могут защитить себя от коррупции, особенно когда политические лидеры и бизнес-элита могут обманывать систему и получать выгоды за счет обычных граждан. Подверженность манипуляциям. В демократии легко манипулировать настроениями граждан через средства массовой информации, что может приводить к принятию неверных решений или выборов на основе искаженной информации. Недостаток экспертизы. В демократии каждый гражданин имеет право выражать свою точку зрения и участвовать в принятии решений, независимо от уровня знаний и опыта. Это и может приводить к неверным или неоправданным решениям, если граждане не имеют необходимых знаний или опыта. Нестабильность. В демократической системе, особенно в многопартийной, часто бывают периоды политической нестабильности, когда правительство не может принимать решения из-за разногласий между разными партиями или лидерами. Обозначив минусы демократии, необходимо сказать также и о некоторых плюсах, так как демократия – это существующая система, которая существует в многих развитых странах. Начнем с того, что основным отличием, признаком демократии является то, что мнение большинства в руководстве государства никого не интересует. Вот некоторые плюсы демократии. Свобода и равенство. В демократической системе все граждане имеют право на свободу выражения своих мыслей и участия в выборах. Все люди равны перед законом, и никто не может быть привилегирован или дискриминирован на основании расы, пола, религии или социального статуса. Ответственность. Демократические лидеры отвечают перед народом за свои действия. Если они не выполняют свои обещания или не удовлетворяют потребности народа, они могут быть наказаны на выборах. Независимость судебной власти. В демократии судебная власть является независимой от других ветвей власти, что позволяет ей бороться с коррупцией и защищать права граждан. Экономический рост. Демократические системы обычно имеют открытый рынок и свободу предпринимательства, что стимулирует экономический рост и благосостояние народа. Вот одна цитата относительно демократии. Свобода и здоровье имеют одно общее.
по-настоящему ценишь их только тогда, когда их не хватает. Благодарю, Баркал. Стоик. Итак, следующий вопрос. Можно привести, извиняюсь, негативную сторону в связи с, ну, которая может произойти в демократическом обществе тоже. Потому что бывали случаи, когда посредством демократии приходили во власть диктаторы и отменяли эту демократию. Такое тоже возможно. Вот чтобы это не было, как бы тоже в государстве должны быть выработаны механизмы, которые запрещают диктаторство. То есть чтобы и вообще как бы общество должно всегда ставиться в известность, быть более таком интеллектуально на высоком уровне, чтобы его не могли одурачить, там, оболванив и там, предлагая какие-то эти такой розовость и пушистость, предлагая, я не знаю, золотые горы, чтобы их как бы не загнали в какое-то там стойло, ну, или куда-нибудь на бойню, да, где им будут головы отрубать. Там, используя религиозные приемы, вот что мы на себе знаем, научишь штуку, зная, как бы, имея практику вот эту. То есть огромная тоже задача, ну и задача, и важная составляющая, это чтобы народ был образованным и не дал себя вот обвести вокруг пальца, дурить. Марко. Я бы от себя тоже добавил бы, что просто лучшей альтернативы нету. Демократия, конечно, не идеальна, и есть другие альтернативы, это все тирания. То есть тирания одного человека, группы людей, как скажем так, группа людей, которые используют для этого религию или используют для этого там что-то другое, или просто силу, страх наводит на население. В любом случае, это тирания, и эта группа, это человек, они делают все, что хотят. В демократии у тебя она в идеале должна быть так четко выстроена, как часы, чтобы народ мог заменять какую-то верхушку, если она им не нравится, или же если она переходит какие-то уже линии и пытается как бы использовать свою власть не по направлению. Поэтому, конечно, у демократии есть свои минусы тоже, но мы сейчас говорим о том, что лучшее из того, что мы придумали, оно все еще имеет какие-то недочеты. Есть куда расти. Но делать крупные шаги назад в развитии и выбирать тиранию, это абсолютно точно нерационально и никому из нас не может быть подходящим, если он просто разберется в вопросе. Я бы хотел тоже добавить пару слов по поводу вот этого вопроса, которого коснулся Ибраим, по поводу того, что люди неинформированные или политически неграмотные. Я думаю, что при условиях, при современных возможностях, при современных технологиях, надо и при открытости руководства страны, в частности, вот одной из ветвей власти, в смысле парламента, который будет решать. Фараму, ты микрофон выключил. С первого же дня существования выбранный парламент, нужно будет, чтобы он формировал правительство, значит, суды, все это на глазах у всего общества. Должна быть прямая трансляция постоянно всех заседаний,
а потом и других ветвей власти. Я имею в виду какие-то там органы отдельные, которые там секретные службы и так далее, у них могут быть закрытые заседания. А избранники народа и правительство, избранное и утвержденное этими избранниками, это должно быть доступно. И так в этом случае общество будет политизировано. И в силу этого будет, в общем, исключаются, не то что исключаются, но уменьшаются возможности того, что они изберут, сделают такой глупый шаг, чтобы выбрать себе диктатора, который потом сменит режим и так далее. Я имею в виду выбрать такую радикальную партию, которая придет к власти и в результате потом все это приведет к узурпации власти. Ну, понимаете меня, то, что произошло в Иране, в частности, в Египте был момент, ну, в Афганистане это вообще там силовой момент. Но, одним словом, результаты очень плачевные. Следующий вопрос. Зачитает? Да, я зачитаю. Какие способы вы видите выйти из сложившейся ситуации нашему народу? Остается ответить. Но объемно не получится, конечно, фанерю куза. Это долгий ответ, точно долдишь, развернутый. Но так, если там коротко взять, какой ситуации, значит, повторить теча диктари, барагайз, какой способ. Какие способы вы видите выйти из сложившейся ситуации нашему народу? Ага, все, я понял. Но сунгуштега, в первую очередь, да, Вайкоман Бильбол Тешенберг будет, который нас, можно смело сказать, предали за закаевским, значит, идеей о низме. Это полностью война новчика, мандугал, низом был, что мандугал декан хунду. Нам сегодня надо полностью игнорировать это дело. Это раз Конституцию царь переименовать на фальшивый и не конституцию. Из-за гибельную для чеченского народа. Это уже смело можно сказать. Уже полностью пропасть, которую несут. И вопрос решить одежду. Потому что он сегодня, как себя представляет, к примеру, изгнаний. Вот. Всякие радикальные умши, полностью носить шариатские правления, все это несет зло чеченскому народу. Второе, я вижу, конечно, с демократическими миллион сургу бяхтабилахар именно звонок хаях чхиз усо. Я отвлекусь на это вопросы. Сам высказал, Убийство Ладья, Ибраим, очень не по делу мне это все. Вот насчет ситуации, сложившейся ситуации, что делать, чтобы ее изменить, нам нужно, ну там много, конечно, что надо сделать, но одно из важных – это поменять имидж чеченского народа вообще на мировой арене. Потом политизироваться нашей молодежи. То есть общество и наше общество должно участвовать в процессах, политических процессах, которые как бы происходят в нашем обществе и вообще в мире. Ну, чтобы вот это вот все запустилось, чтобы там еще, естественно, нужно выработать чеченский национальный интерес, национальное самосознание, вот это все, что утратить Диндол Гуннашты, все утраченное нами,
надо выработать национальную идею. Но чтобы все вот это вот запустить, этот механизм, вот мы должны понять, в какой ситуации мы находимся. А мы находимся в такой ситуации, что наш народ полностью обманули. Произошел такой обман века. То есть с помощью вот этих религиозных приемов, религиозные офицеры, используя вот эту тактику русского, как есть, я его называю, русский международный исламский терроризм. Вот посредством этих идеологий наше общество радикализировали, грубо говоря, дебилизировали там полностью. Вот это вот все, о чем мы говорим, да, что должно повлиять на события, происходящие в нашем обществе, вот все, что как бы способствовало тому, чтобы наш народ включился в наше национальное дело, вот все, чтобы это не произошло, именно и запущен вот этот механизм, благодаря которому мы сейчас там, кто-то в Африке копает колодцы, кто-то там в Палестине собирается тоже сейчас копать колодцы, там устанавливать джихад, освобождать Аляску, в Сирии вот эти жертвы, которые были чуть ранее, потом вот это в Европе, то, что происходит. Одним словом, полностью вот это рыба, лебедь, щука, рак, вот это вот разобщенность и вот это как бы состояние, в котором мы находимся, оно именно последствия вот этой вот программы радикализации нашего общества, которой, как подметил Аслан, очень эффективно способствуют деятели там, в лице вот этих Закаева, устанавливающего Низам 2002 шариат по Корану и Сунне, который там кефиром, во время интервью кефиром отпрыгивает на Конституции 91-2 года. То же самое с Идиговым, который собирает вокруг себя какие-то радикальные группы, изначально, который с Яндарбиевым сделал подлогу нашей Конституции, сегодня продолжает стоять на этих же позициях, не давая четкий вот это вот анализ и четкую оценку вот этим всем антизаконным действиям. Ну и всякие вот эти религиозные прочие джамааты, там, в лице Сулейманов, Рамбулатовых, потом вот этих Тумсу Абдурахмановых, замдиректоров электросвязи, потом детей федерального судьи, которому судьи Путин лично подписывал вот это удостоверение. Ну и многих других там, всяких блогеров и так далее, которые, вот то есть эти люди, которые полностью способствуют продолжению уничтожения имиджа чеченского народа и в целом физически то, что в конечном итоге идет к уничтожению физическому, гибели там, нашего народа как в целом. Бехмобил Сардахтар, ну вот как высказаться надо. Кто-нибудь добавит свое мнение еще? Тесла Аулиума, как нам выбраться из ситуации? Нет, это слишком обширная тема. На целый день можно говорить, как нам выбраться из ситуации. Вкратце. Вкратце. Работать над собой, перестать искать наше спасение в чужих идеологиях, религиях или в чем-то. Вот самый простой совет — возвращаться к своему национальному и уже оттуда начинать возрождение. Раз мы создаем национальное государство, то как мы его можем создавать с чужими идеологиями? Так не работает.
Можно я попробую тоже ответить? Тесла чуть затронул эту тему. Все хочу. Самый главный первый шаг, что должен сделать каждый ночью для себя лично, в своей жизни и в своей голове, это вспомнить, кто он есть такой в этом мире. Вспомнить, кем были его предки. Вспомнить, какие ценности у этих предков были. Это первый шаг к восстановлению, возврату нашей идентичности. И отсюда начнется то, что говорит Тесла. Вы откажетесь от других идеологий, потому что я считаю, что идеология моих отцов, система, так сказать, совокупность этих ценностей, нет других таких ценностей, как у нас были. Для меня сегодня первый шаг – это способ. Должен каждый вспомнить, кто он есть такой, кем он хочет видеть своих детей в будущем. Да, Сурхо, Аслан, еще поговорил, легко. Сурхо, у тебя, я думаю, там еще есть вопросы, потому что много у нас всяких тем и вопросов в Ютубе. Но у нас же эфир как бы 4 часа, поэтому иногда вот этот микрофон свободный можете пускать в публику тоже, потому что мы здесь какое-то последнее слово у нас нету, да, последнего слова. То есть твои соотечественники, твои сограждане, они тоже должны иметь право как бы высказывать свое мнение, которое Согласен. будет, которое будет намного, может, лучше, чем это мнение, идея. Все будем вместе отвечать на эти вопросы. Когда нам покажется, что вопрос исчерпан, будем переходить к следующему. Так что давайте, кто хочет еще по этому вопросу добавить что-то от себя. После Аслана. Баркал, я в двух словах так, меня перебили, а телефон-то бяхмобилыш. Оценение, да коротко. То, что испытали чеченцы на своем, значит, горбу, я бин больница, я инял геноцид, учитывая исходя из этого, надо выводы делать в первую очередь. Это необходимо, это просто надо зарубить себе. Чтобы это вторично не повторилось, надо все умы наши кинуть, чтобы впредь, чтобы не повторилось. И дальше как? Дальше должен каждый нести ответственность, как Тесла тоже согласен я с ним, как каждый человек должен нести ответственность, а не в каждую трудную минуту поворачиваться спиной и подковывая усталостью. Нельзя бежать с поля боя. Каждый чеченец обязан до конца за свою свободу бороться. Единственное, разрешается только чуть спать. Не каких-то 7 часов, а вот чуть-чуть поспать и действовать дальше, значит, время, пост занимать он должен. В общем, мы должны работать. А так это вопрос очень обширный. Пусть Ибраима мало, народ тоже разбирает, что думает и так далее. Баркал. Будет мнение Алушка по этому вопросу. Независимость, русский язык, он в качестве второго языка Хербуз, запрещенный Хербуз. Маршал, ты сейчас задаешь новый вопрос. Мы можем, в принципе, его тоже сейчас разобрать. Он тоже, в принципе, тоже как вопрос интересный. Но давайте в дальнейшем, вот мы будем тоже зачитывать вопросы, их разберемся, каждый будет мнение высказывать по этому поводу, что он думает. А потом уже перейдем, если хотим, к актуальным и новым вопросам, которые будем задавать уже в эфире. Очень коротко, я бы на этот вопрос ответил. Фараму, не давай его цаевой эфир, просто вопрос маршала, запиши Сурхо, и чтобы его потом в конце дали. Мы можем сейчас на него ответить. Мода и вопрос, давайте я запишу. Я землю, зачитать его. Будет ли русский второй государственный? Просто вы дискутировать дадут урду, это у нас эфир по вопросам чисто. Цундела, Швейца по программе, да, Чападахпа, и потом дополнительный уже.
Низам, Ларди, было? Да, инсталлированный формат ищмаю, и сейчас тут начнут задавать вопросы, которые там у вас уже есть, потом от них будут еще ответвляться. Поважно. Entiendo, не знал, что правил швейцарца. Entiendo. Я зачитаю следующий вопрос тогда. Маршал, а вопрос, да, но мы его тоже позже зачитаем в эфире. Итак, следующий вопрос. Как думаете, есть ли у нашего народа какие-нибудь теоретические союзники? И кого вы в идеале можно было бы представить в такой роли? Союзников, ну, коротко тоже, как всегда. Союзников как таковые у чеченцев нет, не было и нету по мере наших мягкой, которые они выносили решения по историческим, значит, мы видим, что мы союзников никого не брали, не хотели брать, как бы замкнуто это дело было. Но, конечно, в дальнейшем чеченцы без союзников, как мы видим в современном мире, не обойтись. Вызовы большие, Цундела, если даже руснявая Даяча, там другие по соседству, значит, лакомства захотят откусить. Цундела, конечно, мы должны их создавать, прежде чем создавать, мы должны над собой работать, чем мы и начали собираться. В первую очередь, вот этот бред, который нам извне приносят, оттолкнуться от этого и начинать входить в доверие, в цивилизованный мир. Есть правила, то, что нам устраивает, конечно, мы не будем их принимать. То, что экономически мы полностью согласны, значит, всеми сотрудничать, брать на себя обязанности и так далее. Вот так коротко это получается, невнятно и непонятно, но тем не менее это так. Баркал. Там Мухаммад Эту этому. Просто. Это интересная тема. Говори. Я, если не исчерпается, я добавлю. А так нормально все. Мегер, vai союзник, vai, в принципе, це Москва, танцы Лилин, да? И в прошлом там, как бы, что союзников Лилин не встречаться. У нас были там попытки с Турцией, там что-то, которые нас полностью использовали там в своих интересах, всякие там братья-мусульмане и так далее. И что такой потенциальный, реальный наш союзник, отлично я в балтийских странах вижу, в частности там Литва, ну и в целом вообще весь Европейский Союз, весь Америка, то есть у нас должна быть нацеленность на вот эти страны. И, конечно, самые нам близкие наши соседи, это Грузия, единственное государство, с которым мы граничим помимо Русни. Вот, как-то так, КДР, видите, коротко. Можно я тоже добавлю немножко? Я считаю, наши союзники сейчас весь цивилизованный мир. Мы уже вышли из того локального ограничения, в котором мы находились, и вышли уже, находимся в Европе, в Америке, в Азии, везде. Мы должны теперь доказать, что мы были той жертвой российского диктата, которым является сегодня Украина. Что наша репутация была подмочена ложью, и что на нас все это начиналось. Если мы миру докажем, что сегодня то, что с нами происходило, было то же самое, что и на Украине, только
намного жестче, потому что у нас было совсем мало, у нас совсем не было оружия, и нам никто не помогал. Только в этом разница. Поэтому мы будем ориентироваться сегодня на весь цивилизованный мир, на все развитые страны, на все демократические страны. И вопрос только в том, как скоро и быстро мы сможем доказать, что мы самая первая настоящая жертва России. У меня все по этому вопросу. Я коротко тоже сказал бы, что у нас не было союзников, мы никогда не принимали никаких союзников. Это мнение Илар Асланс. По-моему, это не так. По-моему, у нас были союзники, и нам в дальнейшем нужны будут еще больше союзников. Наши соседи, как сказал Ибраим, грузины, тоже нам потенциальные союзники должны быть. Нам надо работать в этом направлении, чтобы это были добрососедские у нас отношения. Другие республики, если они последуют независимо, как и мы потребуют свою независимость и последуют нам в перспективе, должны быть нам союзниками, а не врагами. То есть все наши соседи вокруг нас, которые находятся, они географически никуда не делятся, так что нам всегда надо целиться в добрососедские отношения с ними. Но в первую очередь согласен, что прибалтийские страны, цивилизованный мир, Запад, вот это наши союзники, и союзничество с ними нам надо искать. Два слова по этому поводу тоже. Вот Ватсон все, что сказала, я туда именно вот в этом аспекте, что нам придется, конечно, Прибалтика, Польша, все это то, что говорили Ибраим и, значит, Сурхо я поддерживаю. Но вот то, что сказала Ватсон, вот эта мысль, я бы хотел бы ее немного довести до логического конца. Нам нужно будет доказать всему международному сообществу, что не только мы являемся первой жертвой, большой жертвой, суверенное государство оккупировано на глазах у всего мира, уничтожено треть населения, замучены в тюрьмах, и продолжается процесс терроризирования этого населения. Но кроме этого нам нужно доказать, убедить, произвести впечатление на мировое сообщество, что мы хотим восстановления нашего государства на демократических основах нашей Конституции, что мы хотим быть полноценным членом международного сообщества с нашей культурой, с нашей чеченской культурой, а не какой-то там радикальной ответвлением какой-то там религиозной составляющей там мирового джихада и так далее. Нет, мы являемся суверенным государством, которое оккупировали, и население разбросано по всему миру, и оно сейчас пытается объяснить миру, в каких условиях, в невозможных условиях живет население этой страны, и оно не может выразить свободного волеизъявления на этой территории не существует. Те, кто находится вне этого государства, в эмиграции, тоже находятся под каким-то влиянием вот этих вот радикальных эмиссаров, сотрудничающих или являющихся офицерами этих спецслужб, которые якобы там проповедуют там, религию и так далее, а фактически просто сбивают с курса демократического настроя. Молодежь путают, уводят от прямой тропы. По данному вопросу добавить есть еще у кого-нибудь что-нибудь? У меня есть немного, но коротко я тоже. Ну, союзников можно находить, без конца можно их находить, по душе можно находить, все это правильно, если дело идет каждому декладывать секундат. Но факт то, что это может в современном сейчас времени, но исторически я как бы
вот как нет, как кто сказал, как Ибраим сказал, Турция, что и предала, не было никаких союзников, я как историю помню, не знаю такого союзника еще пока не видел. Даже при Дудаеве те, кто давали соседские республики слово, то, что мы, если начнется в Кавказе война, да вот мы все там, то все. Такого я тоже не видел, ни в Татарстане, нигде. Вот единственное, да, можно современно подчеркнуть, что балтийские страны тоже очень, кстати, поддержали, за что спасибо им, конечно. Ишь, ответы вопрос. Дальше, чтобы войти, я как бы хотел углубиться, как бы войти в цивилизованный мир, надо население действительно ответственно на себя брать все серьезные вопросы и как бы до конца доверие, чтобы доверие Хильчана, мы можем вступить в первую ступень, значит, цивилизованный мир. И так надо продолжать работать всем дружно, как сказать. К самому титулу. Я про Украину бы высказался. Бехкомила. По Украине бы я высказался. Вот. Украина, к сожалению, во время русско-чеченских войн была союзником России, ну или таким, как бы, в Нейтральным. любом случае. Нейтральным, хотя нейтральным это не назовешь, если оттуда наемники ездили. Не совсем нейтральным, да. Такая позиция, когда и чеченцев передавали и так далее, но это как бы не украинское лицо, потому что в это время там орудовали во главе государства вот эти русские ставленники, там в лице Януковича и так далее, которые там полностью весь народ держали в такой дезинформации и так далее. Ну, на тот период украинцы себя ассоциировали там с русскими, как бы братьями, едиными славянами и так далее. Ну, в любом случае, большая часть была такая. Но, тем не менее, сейчас ситуация поменялась. И вот до того, как она поменялась, всякие вот сейчас ныне существующие политики Украины, они там встречались с Кадыркой, вот, с тем, кто как бы по русской указке гнобит сейчас все время у нас чеченцев. Встречались там всякие мероприятия, устраивали. Но опять-таки же это все как бы было на тот период, когда русские орудовали в Украине, и тоже вот как бы вот эта прорусскость во власти она преобладала и существовала там. Ну, сегодня мы видим, что ситуация полностью поменялась, и что украинцы, когда хоть и поздно, но осознали вот ту ситуацию, в которой они находятся. И да, вот сейчас в трудную минуту, в которой они пребывают, вот эти кадыровцы, там, кадышки всякие, с которыми встречались и украинские политики и так далее, их сейчас в качестве пушечного мяса закидывают в Украину уже, да, как бы, против народа воевать и, ну, как бы осуществлять русскую политику в Украине. Поэтому в трудную минуту для Украины, конечно, полностью чеченский народ должен поддерживать. Вот мы, как демократическая партия, полностью солидарно поддерживаем за них, там, кто молится, кто как-то может помочь в гуманитарном плане, я не знаю, вот те возможности, которые у беженцев, у чеченцев, беженцев сегодня есть, все вот эти методы мы и должны применять, и как бы и делаем, вот, каждый столько, сколько можем. Но в дальнейшем, да, обязательно Украина выиграет, и она будет самым мощным, я уверен, государством на постсоветском пространстве. И обязательно мы будем лучшими друзьями и союзниками. Вот это все, что было в прошлом, как бы осознавая, что русский мир как бы использовал вот это все дело, как бы от этого, уже от этих ошибок отойдя, как бы будем
точно так же, вот как мы говорим, тоже мощными союзниками. И вообще, в принципе, мы, чеченцы, не имеем в этом мире абсолютно врагов. Абсолютно у нас нет врагов ни в чем лице, ни в каком государстве, а тем более народе, кроме как в Русской Федерации, которая нас уничтожает 400 лет. Баркал. Можно задать следующий вопрос или есть что добавить? СФ Марш Охел хотел добавить по теме? Я хотела свое мнение сказать, оно может расходиться, но все равно гора мужчин мнение, я тоже скажу свое мнение. Суна цацдол хуннаш хич омнаш даха итсун целе веню кадуич дегдац и сунохчи матадинцле. Суна самый вей главный вей хилдеште кудон эльча и национальное самосознание ривай. Суть ячо баба диештухвей. Если хин свое национальное самосознание расширится один и личный интерес шеривай, и сажим юхатеттан, именно в общественный интерес шери, и сажим халха яхкан, в иштум цадах, в атхидат, в еще и цель хочя. Сундер сунху алхити, хора мужчин шин тях балба без, хор адмо. Хор адмощен буал бич, так уже в общество хейцлурю. В цатамшин айдалду, даже хинц хаюцурвай хинц, гук да дол дельче, в цаи арах бюхельче эцке ишдахакче и нехшвай бихеч дацвай. С в общем богшун. Со юкеца юакца юкеца вак. И общественный интерес, сажим в халхца яхче, вейн хиетшвил общество елурю алцах етсун. Цундер моссара вайли ешум ду алх етсун, массу адамшин ябуал бадиеш ду алх етсун. Именно эче махки бол безами, шенахи бол безами, и чага беш. Вей махулла дир дельчир. Цанкиета герч. Вей дирдалары, вей самый кёрт галат, дувай и вей бехт бош дат, и хили из, и хил делла и таран. Дела, и массу агор, духа вег муна, ну там 60% муна, адам дат, и цан интерес, вошах кит диз алхиетсун, хунд альч массовое сознание строит миры олшдух, именно дух мял хулу, ах, и уже воплотить, ах, уже ишхарер алхиет сумвей. Хинц вейна, сун хинц вей, о бехкихиет, как народ. Хинц просто наблюдать дашун, что асбюч деш, сонися, цанися, цал. Хинц масала, Мардостан хати юцурвай да, хинц шайл процесс. Массара, нохчи чухам, тагана, жижг иец, ахч доч, нахма бэцук, нохчи чухаш. Ах, и мардостан дела, дочерам дар и царам юцур дарис, а дочер уайляш сават. Сразу цены поднимают на все. И хумш дариш, и адмал дадалара, и сун самый страшный умрет из. И адмал дадалар. Со. И дух, и именно общественный интерес. Хажим вай халхца юахки, вай гук ледерхер ду алхиетсун. И еще бы хотела к тебе дополнить, мисс Эллер, и Джижик дочь, Джижик, да, еще нахбу. Когда мы эту тему поднимаем, что в Чечне бедствуют люди, чу лелуш, и багдах чун мичахеза, вы по сплетням судите,
Вот все должны знать, что дух нах бушун мацал был. Я гума илыч. Дух бух инах. Вот, баркал. Ах инах хильч. Таган сюк сен шадек сюк ислуш хильч. Столы ломятся. Ас уже цадють и свадюш, ас уже сухижа царюшься. Ас воспринимать деш датсихум. Это очень вульгарно. И чего ирчун ждуешь? Ну, цагасун, сомнений yok из. Сейчас, может, кто-то скажет, да, лаши доц, дюйццу из. Ой, хильча, цахильча и ас дюйч дух из. Хильча, чтобы вы поняли, обычно олта иш. Ах, там лул хочу двухэтажный дича, уху на трехэтажный цену дали. Это лукцани вы вперед гур маяц, вы мах гур мабац вперед. Сажим ши архшюха эс. Это вы общий, вы нех адма, вы наци ойла яш, вы махки ойла яш, вы мах инзарихаз мах бувай, инзарихаз. Ах, наладить все вот эти отношения, у меня такой поток этих всех мыслей, туристических, хазмисташки, чашнах, ну, в общем, это если просто иша адам и сознание халха и ахканха, хаусал, вейхинс хора мощиншин дяштек цажин юха эзвай, вейхок махки, вей для будущего наших детей, вей хаус диес эл. И сознание вейхит слой, вейнчоу халхевду. И мнение юкса. Я, конечно, вымолваю. И самый главный сон хухети. Я понимаю, воши вогумш дина, воши вогумш дяшинцер адюечду. Но та точка соприкосновения, та точка лахали хаусиш, хиллак хилдал лашун. Вейхинц, вейвошах бартабин, хок вей мастхаши хютриан. وي خز ووشي برتا بنا وي تحوم دا ديز ال اشتا مو قادر أبيد شي يخيل دولهمش تحجيم وي يخصق وزح أني ناس بود пожирать постоянно. Царвой вперед доготур дол ждать. И أبيد شيري и أبيد شي чир شي дохумш до тяга и дейц вольвельч. Таган хинц получается вы уже кадир и дир дувай. И именно та и бэрт хуль та ауят, ну воши в конце концов ин и дол мегардать. И цеха, а сейчас, наверное, что та утопический гумш дюйц алхит, где-то может это и так, но это просто крик души у меня. Духаню всегда эцумантя уэлеш. Вэй бэрт хил без воши ин и дол, я не знаю, какой-то процесс среди нас как-то провести вот это. Та иш двоешуат тейг адолш, тегри бухинц асохчу аладуш, чё интересный. Ах, мы с ней холь, это массу мыслишь, а вдруг у кого-то есть какая-то идея, что-то такое предложить именно. Тадать и бэрт чё ла арксун, та жим та вошица, на компромисс, я не знаю. И тем, что важно хиетксон. Вы цатажимал, бертон, вы эдахч, ну хоть приблизились бы к этому, ах, уже вместе мы силам адайтвис, вы дука дать, вы жим ам дувай, делахинс, вы долг ам, вы ишца, бертлах, вы хайщ, воши уттершца яш, воши и критика, даяхкивая в конце концов, и критика, где шума мадат. Просто еще больше друг на друга вот это идет натравливание. Поэтому цадат и выход вейн, корич, вейн уже ахтохи дар уже. И шаю программ, и шаю вейдок вейла уже реализовать. И что главных ецон, и он эти 30% цадарят шельч, ухар, ваш 30%, кецак его шельч.
рухар важкие гуашилч. Так вы на общее благо, хулил, да, твой архипсон, и что раздробленный хильч. Я не знаю, может, есть у кого-то какие-то идеи, может, это перемириться, я не знаю, как это даже сказать. Адам представитель, хаусиш, ишта, дик ханяхивай, ишдоши критиковать, дукладитивай, белах, барт карур, хум дейвай, и вариант, я чересчур неплохо знаю всю ситуацию. Может, я ошибаюсь, но желание юкса и чох. В конце концов, хардюни таган, вай таган дувай кан дацвай, вай хухи духу дацар. Ах, стоит ли вот это все, вот эта вся вражда, вот эта вся ненависть, дел дахсун, это спич омшталка, вай воши, и критики ахцвай, хильчи, вай, организации, я не знаю, критиковать ваш царь, критиковать был. Вейх бюрш бушун нах. Вейх бюрш бушун, может, они нам не показывают, но вейх бюрш мабу. А сунч оно хит, и милвалах, то хукли да, и нохчи варит, то нохчи тягнагасан, бюрш буй, цабеш буй. Я могу своего нохчи критиковать. Но когда кто-то илаца лосью и чов цала лосью, цундер хинц аз дючдек аз нохчима та дючсон, цали пьеч амнаш хаит хинц аз дючдек худу, иду аз дючдек. Ах вей и хица уэла ирса хинц вей обычно хульшуду тей пи тукмаши оли, и цажин власти халвер чу и шей ишха избо. И системят, и за дик системят. Цут я я имею в виду, сборта хилца. И за что рассмотреть дадишь, думаю, он пять, это уже без маши, уже дикум штат, если мы хотим действительно в общество, вот эти же есть страны, где тоже они находились в каких-то разных ситуациях. Я, конечно, не сравниваю веймахках хильчуйцани, но цер опыт, цар мудин, цар худина, цач олексон и отцул, и хазбол, и махкбахцвай, и чтобы было процветание, а мы можем это, но и барт буквой, скоробьешь, ахиетксон, соелишон. Дереш холесеф, дереш хол, сатира даса, чодик элада, амел элагнисту, дереш холон. Сатира да долго микрофон занимает мои, ша вишь хочу. Ах по теме, потому что когда у нас эти вопросы закончатся, вот дийцун хидут, ах дийцу ду ахана хидуай. Просто у нас еще вопросы остались, которые надо зачитать. Леха, хотя алга остались по теме. Шкалета, стероса, много лучше, я милош, по союзникам, любые все демократические страны, которые хотят нам помочь, можно как бы обращаться к любой стране. А стратегический партнер, да, мне хотелось бы выделить пару стран, которые реально могли бы помочь. Я просто вижу по Украине, потому что вот Англия, не нужно долго не занимается этими вопросами обсуждать. Англия реально помогает. И Америка, она вот как, если они захотят, да, стратегический партнерство, с ними заключить договор, реально повлиять, показать, что мы хотим демократии, да, анархию, смотри, способы левого нам дать, и войны, партнершие, Англию не упомянули, мне хотелось просто сказать именно за Англию. Если не будет с Англией получать, то Америка, попросить их там, стратегический партнер.
Можно следующий вопрос зачитать или? Ну, модератор, Давайте тогда следующий вопрос адресован Хусейну. Я вижу, Хусейн зашел, Маш Вохал Хусейн. Я его зачитаю вопрос. Так. Все говорят о том, что Кадыров болен. Как вы думаете, кого назначить на его место? Ведь выборы губернаторов, хотя они были показушные, уже отменены. Марш Довол Басу. Вопрос, интересный вопрос, да, про Кадырова. Эта тема такая, что муссируется всем миром, не только нашими, не только теми, кто там пытается что-то из него сделать, да. Это искусственно созданная фигура Кадырова для того, чтобы всю вину за войны, за русско-чеченские войны, за украинскую войну возложить на чеченский народ. Делается умышленно, чтобы подставить чеченский народ, чтобы как бы народ, над которым был совершен геноцид, выглядел сегодня народом, который признал этот геноцид над собой правильным, и теперь спина к спине, плечом к плечу воюет, пытаясь захватить другие народы. Вот для этого это делается. Кадыров, вот сегодня тут тоже тема в этой теме, иногда мы говорим кадыровцы, уже по привычке кадыровцы. Нету никаких кадыровцев, да, нету. Это русские солдаты, русские милиционеры, русские там ФСБшники, в принципе, хозяин сидит в Москве, это просто чеченской национальности или какой-то другой национальности жители нашей республики, которые служат в органах, российских органах. А это они считают, что это русская армия, русская милиция и так далее. То есть мы тоже должны придерживаться вот таких названий в отношении этих людей. Я это почему говорю? Завтра, например, вот сейчас вопрос про Кадырова, да, кто будет, если он умрет или там что-то с ним случится. Ну хорошо, завтра будет вместо него Сидоров. И куда кадыровцы денутся тогда? Они будут завтра называться сидоровцами, да? Или ивановцами, петровцами. Поэтому это само говорит о том, что Кадыров это персона, которая никакую роль не играет. Искусственно созданная, навешали медали, там нацепили этих погонов, кучу выпирают каждый день, только о нем и разговор, вот он заболел, вот он это, вот он то. Все это делается для того, чтобы отвлечь внимание от войны, отвлечь внимание от ситуации в самой России, да, от ухудшающейся экономической ситуации в самой России, чтобы все говорили только о Кадырове. Я раньше тоже как-то упоминал Путина, когда в России какие-то проблемы происходят, например, вот захватили Крым, российские войска, да, там зеленые человечки, потом этот период, когда все мировое сообщество нацелилось на Крым, начали осуждать Россию за действия в Крыму. Путин спрятался, его 2 недели нету, и пускают слух, что Путин заболел, у него рак там спины, позвоночника, еще чего-то. И все, Крым забыли, весь разговор был, где Путин, куда он делся, там над Крымом вертолеты летают. То есть отвлечение внимания такого рода. Потом этот же прием начал использовать Кадыров. Уже не первый раз этот разговор о его болезни, о его скорой кончине и так далее. От того, что Кадыров умрет или заболеет, и не сможет что-то дальше вести, ничего не изменится. Абсолютно. И нам не интересно, кто вместо Кадырова будет. Его сын будет, Демирханова будет, или Лорд будет, или кто-то другой. Картина абсолютно не меняется, потому что наш народ находится под оккупацией. От имени вот этого человека, который, ну, может быть, единственное, что может быть от прихода, вот я в своей жизни видел разных людей, разные организации, даже банды,
где были руководители, лидеры этой банды. После ликвидации лидера банды или его кончины, то есть банда сразу рассасывалась, и от нее ничего не оставалось. Это, например, банда Лобазанова, яркий пример, да. Как убили Лобазанова, все, куда они делись, нету их. И там много других, которые я сейчас не хочу даже вспоминать. Здесь то же самое, ну здесь немножко... Здесь немножко ситуация другая с Кадыровым, потому что все-таки это на государственном уровне, как бы Россия, ставленник, глава оккупационной администрации в Чечне. На его место пойдет другой глава администрации. И я еще хочу подчеркнуть, да, и заострить внимание на то, что в России около 90, по-моему, регионов, да, 90 губернаторов. Кадыров один из этих 90 или там свой 85, не знаю, сколько точно, не помню сейчас, губернаторов. Почему-то мы ни об одном другом губернаторе не слышим, да, ни Ленинградской области, ни там какой-то другой, ни одного не слышно, кроме Кадырова. Это тоже говорит о том, что вот эта фигура создана искусственно для того, чтобы вот замазать наш народ, чтобы мировое сообщество отвернулось от нас, чтобы у нас не было шансов вернуться в государство, деоккупировать его, чтобы у нас не было сторонников, не было друзей в этом мире. С одной стороны, это делает Кадыров, с другой стороны, вот эти радикальная братва. То есть вовсю вот эти две структуры работают на ухудшение имиджа нашего народа и нашего государства. Поэтому гадать здесь на манной каше или на чем-то, кто будет следующий, никакого абсолютно смысла нету. Я, когда у меня даже радио, Маршо, Свобода часто пытается по тому или иному поводу, чтобы я прокомментировал. Ну, раньше как-то что-то я делал, в последнее время я им объясняю, что вам проблем больше нету, что ли, в этом мире. Идет война в Украине, можно об этом говорить. Там какие-то в космос летают, там сейчас Voyager 46 лет, который назад запустили, на связь вышел. Там много информации, о которой можно говорить. И вы спрашиваете все время про Кадырова, что случилось, он больной, он не больной, его сыну медаль дали, как вы об этом думаете? То все, абсолютно неинтересные вопросы. Абсолютно незначащие вопросы, но вопросы, которые просто отвлекают внимание. Вот, как мы о нем говорим, сразу получается, что мы отключаем мозг и начинаем вот в эту игру ФСБшную играть дальше. Вот примерно так я бы на это ответил. Кто-нибудь хочет по этому вопросу что-нибудь добавить еще? Там больше добавить нечего, четко все расклад такие. И яиц, короче, персонажи. Тогда можно следующий вопрос зачитать. Можно Да, я если... добавлю? Хорошо. Можно я добавлю? Да, Не по Ватя, поводу, например, персоны, а по поводу состояния народа даже. Мы привыкли 20 лет, даже больше 20 лет, 20 лет, там, 20 лет народ мусолит на том, что вот вам чеченец, вот почувствуйте на своей шкуре, каково это жить, когда чеченец руководит республикой, Богша, чем хуже, тем лучше, думаю, на Богша. Адам Хиздайтан, Цусаги, например. И вот народ сегодня, например, будет готов принять любого постороннего, не чеченца на это место, и даже где-то внутренне они готовы к этому. Люди будут думать, декуардаризм, не то, что с родственником, и сегодня, если придет какой-нибудь
не чеченец на этот пост будет назначен, то народ, может быть, даже вполне вздохнет как-то спокойно и глубоко и подумает, ишдикохдаризм, цула оли, милах и рукой. Мыслит и далее в этом. И народ уже готов к этому. А с другой стороны, кажется, что вот придет что на его место готовят этого Алаудинова. Он вроде бы по сравнению с этим более цивильный, тоже генерал. Не забывайте, что возвращается именно вот это вот состояние, которое было в царской России. На юге будут назначать генерал-губернатор. Если Алаудинова назначат, то он уже по сравнению с тем более цивильный, говорит хорошо, не сильно вовлечен в религию, больше говорит об Иисусе, чем об Аллахе. Так что эта персона тоже подходит. Я имею в виду, хотела обратить внимание, но я хотела обратить внимание на состояние людей, которые готовы к чему угодно уже. Вообще-то этот Путин гений на самом-то деле. Он очень умеет строить козни, как это, воспитывать, покорять. Коварство. Это народ, который выбрал себе ФСБшника в президенты, заслужил то, что он сегодня получил Ахид Ксур. К нам, конечно, больше всех попало, но диктаторы недолго правят, Сихдайол, они очень жестко правят, и это приводит к тому, что их правление становится очень хрупким. Так что будем надеяться, война пойдет Ну, здесь в данном случае, то, что ты говоришь, в данном случае, народ под оккупацией, я еще раз это повторяю, от того, что Кадыров, Сидоров, Петров, Алаудинов, ничего не изменится, потому что оккупанты, оккупационная администрация остается. От того, что там на 1 градус меньше будет, на 1 градус больше, никакой роли не играет. Все, любой, кто туда придет, как в России, например, при нынешней ситуации, при нынешнем территории, да, империи, любой, кто придет на место Путина, да, Сидоров, Петров, там, кто бы ни был, он будет автоматически Путиным. Потому что империю невозможно сохранить, если там будет развиваться демократия. Все эти разбегутся люди. Империя должна воевать все время и должна ссорить эти народы, должна их уничтожать потихонечку и заставлять быть как бы довольными этой жизнью, потому что, как ты сейчас говоришь, чем хуже, тем лучше чуть отпустить гайку или чуть натянуть, да, все равно какое-то послабление. То есть это тоже один из методов оккупантов, методов оккупации, методов заставить этот народ не любить власть, но быть не бунтовать, по крайней мере, да, есть метод вот такой, не бунтовать. Если один правитель плохой, вместо него чуть-чуть получше поставить, и народ думает, сейчас освободились от этого Кадырова, сейчас пусть Сидорова, Алаудинова будет. Для народа ничего это не меняет абсолютно. Для будущего не меняет, потому что мой механизм запущен уже, механизм развращения, механизм махина, вот сейчас на войну отправляет людей. Если Кадыров уйдет, их продолжат отправлять, может, даже в большей мере, чем при нем. То есть война, это абсолютно. Русен, еще один вопрос, адресованный тебе. Можно я его зачту? Да, давай. Недавно видел опубликованные статьи из Низама, где была статья о том, что тому, кто вышел из религии, наказание смертная казнь. Это же экстремизм чистой воды. Почему вы об этом не говорите? Мы об этом
Говорим. Мы об этом очень сильно говорим. Даже когда вот эта статья, написанная комитет по религии, что ли, у Закаева, есть такой комитет по религии, они опубликовали эту статью на Чечен Пресс. Отдел по религии, отдел по Отдел по религии. религии, ага, отдел по религии, да. Вот они написали эту статью, кто писал, я не знаю, автор кто там. Но эта статья появилась на Чечен Пресс. Я сразу позвонил Закаеву, я говорю, это что такое, вот, если кто будет смотреть, там, читать Чечен Пресс, зачем вы пугаете людей, где это такое, чтобы из религии вышел, зашел, кто может определить, ты вышел из религии или зашел, кто может дать приказ убить тебя или помиловать, кто дал, Всевышний дал эту, ну, свои полномочия вам или кому-то, кто эти вопросы решает. Эти разговоры были, я это критиковал все время и продолжаю критиковать. Это дело в религии, не в религии. Вон арабский мир, 30% христиане там, да, арабы. Причем, что пророк там был, все эти дела там были. Все равно среди арабов копты есть, там разные христиане. Есть мусульмане, есть представители других религий, являясь арабами, разговаривая на арабском языке. Во всем мире, куда ни посмотри, везде, я думаю, что в Турции тоже там не все мусульмане. Это нормальное явление для человека. Религия – это духовная пища, духовное состояние человека. Это никто не может заглянуть в твою душу и сказать, вот ты не веришь или веришь. Вообще вера, что такое вера, да? Я верю в это, да, что Всевышний есть. Я верю, что утром трамвай пойдет туда, там, я верю, что на автобус сяду, я приеду домой. Это вера моя, это никто тебя не может проверить, веришь ты или не веришь. Поэтому вот эти вещи для того, чтобы напугать людей, для того, чтобы держать их под страхом, для того, чтобы влиять на общество таким путем, вот через религиозные эти рычаги. Вот для этого это делается, чтобы люди, ну, как рабы были в подчинении. Там какой-то мулла придет, немножко бороду отпустит, и скажет, все, от имени религии я тебе это сказал, ты это обязан сделать. А кто ты такой, чтобы мне это сказать, во-первых, да, и кто тебе дал эти полномочия, об этом никто не говорит. Здесь вот такая ситуация, поэтому эти вещи действительно из разряда радикальных, страшно радикальных, которые, если такие вещи опубликовывают, то это большой удар по демократии, большой удар по нашей государственности, потому что с такими лозунгами, такими предложениями или такими распоряжениями, да, ни одно государство, нормальное государство, демократическое в этом мире не протянет нам руку. Это мы точно должны понимать. Кто-нибудь хочет добавить еще? Можно, я тоже Хусейна поддержу. Я не знаю, это вот об этом там задается вопрос, или другой еще какой-то, ну, либо публикации, либо другой ситуации. Ну вот то, что я тоже знаю, когда я как бы представителем вот этой представилки играл с этими людьми, с Закаевым, с ними, как бы, ну, являлся соучастником вот этого бреда, за которым стоят политические исламисты, за вот этой игрой в государственников, завуалированной, по факту завуалированной вот этим распространением Корана Сунны, радикализмом там, ну, только в неком своем формате там, кто у него сейчас, абашиты, якобы они там не ваххабиты, а хабашиты, это не так страшно для них. Ну, дело в том, что вот когда это опубликовали там на сайте Чечен Пресс, я, соответственно, тоже здесь в Австрии являлся представителем. У меня сразу тоже возник вопрос, что такое вообще?
как в исламе поступают с вероотступником. То есть вот об этом статья. И я тоже, как Хусейн говорит, там личку сразу сообщение отправил, что это такое вообще. Ну и там у меня сейчас есть эта переписка там голосовая. Там туда-сюда огромные тексты, там 10-15 минутные. Много и ни о чем. Там якобы какой-то религиозный отдел есть. У кефиров там с момента создания российского муфтията, якобы вот этой Мюллерза Екатерина еще в России были созданы, ей были созданы муфтияты русские, и якобы чеченцы тоже как бы были под влиянием этих муфтиятов. А у нас отдел по религии, короче. Ну и вот об этом там 10-минутный какой-то разговор. Я не понял, какая разница, муфтият, отдел по религии, то есть когда в государство тыкают в религию, политический ислам, это автоматически из разряда политического ислама. Я опять задаю вопрос, я сейчас не говорю там о всяких этих муфтияты, пуфтияты, какая разница там, пуфтият или хухтият его называешь. Проблема в том, что когда вы публикуете на официальный сайт, а мы ассоциируемся, что мы государственники с государством, и вы публикуете туда одну из бредовых вот этих вот идеологий, да, там, или фетв, как поступают по одной из форм вот этой религиозной идеологии с вероотступником, когда вы туда явно публикуете на государственный сайт, это тем самым вы и я, и мы все вместе ассоциируемся с тем, что мы как бы политически или поддерживаем вот эту вот идеологию. И, значит, не смотрите, опять у меня какие-то 10-минутные ответы, каких-то увиливаний и вот этих вот, как уж на сковородке, как какую-то игру. Ну, я уже понял, что там, то есть человек либо принужден к этому, либо просто играет в эту игру как-то и мне пытается просто зубы заговорить. Ну, это как раз в преддверии было вот этого нашего, того, как мы разбежались, да, в плане там политических интересов, политических взглядов. Ну вот, еще с этого времени это все к этому шло. Вот, и комментарии Юрия. То есть эти деятели, то, что там никто это не говорит, это и тогда говорили Рубайзеру. А сейчас мы это вообще полностью разъясняем и всему нашему обществу, чтобы людей просто не обводили вокруг пальца, не дурачили. Вот меня обдурачили они, мне так сделали видимость, как бы, что эти люди, они, то есть в моем понимании, они создали вот этот образ, что они государственники, что там стоят люди на каких-то государственных позициях, люди, что-то Шипосагупа, Закари, там, Абдуллай, Салтаханови, соответствовали. Еще после государственной позиции, что Олег Чубош, то есть я тоже считал, что они государственники, и вот так вот был обманут, влечен в этот обман, подлог. И сегодня, чтобы другие люди по этим граблям не ходили, мы вот подсказываем. Хотя тут не понимают, как будто бы мы как будто бы на личности нападать. У нас нету проблем ни с чьими, ни личностями. Никогда не было, когда обзывались все артисты, говорили и так далее, с этими людьми. И тогда велась вот эта вот постоянно как бы война, скажем так, грубо говоря, да, там информационная и так далее. И сейчас это не изменилось. Там артист, не артист, там твоя профессия, твои личные переживания, твои взгляды, твоя ориентация там абсолютно никому не интересна.
Если люди говорят о государстве, о политике, о чеченском вообще вопросе, который сегодня в мире, то есть народа, который в самом худшем положении, в самом плохой, в одной из самых плохих ситуаций находится, если вы от этого, одним словом, когда говорят об этом, вот именно надо говорить о политике, а не о личностях и так далее. И тогда, и сейчас мы это и делаем. Духом вейце, чтобы разъяснить все-таки, надо доступными методами. Марко. Скажите, Следующий вопрос. или следующий вопрос? Следующий Не, вопрос. если кто-то еще хочет участвовать или дополнительно вопрос задать, кто еще не понимает, о чем мы говорим там, или непонятно, если было, пожалуйста. Там, в принципе, все разъяснено, по полочкам разложено. Можно переходить к следующему вопросу. Следующий вопрос адресован Тесле. Я его зачту. Маршал вопрос касается прошлого нашей республики. Можете рассказать про становление республики? Очень много недосказанностей, лжи по поводу этой темы. Баркал. Я не совсем понимаю, что он подразумевает под прошлым. Наверное, имеется в виду 90-е годы, то есть 2 войны и время до русской оккупации, с развала Советского Союза до русской оккупации, что яйца. Но очень длинные темы. Я ее называю разбор полетов. Самая важная тема для нас, кстати, потому что вот с момента решалось быть чеченским государством или не быть. То есть, и даже вторая война Юлельч, это уже никакого почти не играло значения, потому что войну мы проиграли в междувойне Алхави, когда там бардак был, журналистов воровали, не тем занимались, совершенно не то делали. В общем, это проиграть не было. Потом обычно проигрывается государством еще до начала этой войны. То есть, если государство крепкое и разумную политику ведет в своих национальных интересах, так потом даже уже не начавший выиграть можешь, как в древние времена. Часто бывало, что армия Хаиан, 2 армии становятся друг напротив друга, и там собешь, кто более организованный, кто более мощный, сразу видно был. И часто просто до драки не доходило. То есть те соглашались, скажем так, платить налоги и под подданство этого пойти. И организация, она впечатляет. Точно так же между войнами Алхави, и там проиграны. Когда там уже бомбить начали после Дагестана, и уже когда отвернулось все мировое сообщество, по нашей вине, то есть это надо честно признать, то, что нас там ФСБ под это подвело, там вот этих сюлевских своих заслали, это нас абсолютно не оправдывает. То есть вы пропагандисты, если мы разумные люди. Гибняс, журналист, это на нас, короче. Это очень длинная тема и самая, скажем так, недосказанная. Дальше, когда уже Вторая война началась, Рарпал Хабинбу, кто зло было, почему это до этого довели, Массан уже Кьетар, но по просьбе нашего президента, там, и вообще общий курс был, типа там уже Рабул Белла, то есть обвинять друг друга нету смысла, и вахабиш сан отбиться до дезвает, будем разбираться. И это была фатальная, неправильная, не фатальная ошибка и неправильная оценка ситуации. Потом уже выиграть боищаться от нас вот этим движухой, все отвернулись. Мы должны были просто сохранить хотя бы для будущих действий, для следующего, скажем так, окно возможностей дать,
Сунаха этот разбор полетов и обвинения должны были бы сделать. Смысл я церваха бещи, цанда уэттенвейнс, туамбич и выиграть мир был, что он бацари. Его нельзя было выиграть вообще. Ресурс щацер. И Русня, благодаря вот этим же ваххабистам, этой же античеченской, террористической, в кавычках, угрозе, Русня, ГБшник, шей айдал дауаттер, гайкиш закрутиттер. То есть это, как это не парадоксально, не смешно звучит, нынешний ГБшный режим в Русне укрепился благодаря действиям религиозных радикалов у нас. То есть, представьте, не было бы религиозных радикалов, скорее всего, не было возможности у Губни захватить власть в Русне. Просто подходящего этого, то же самое, как и у нас, окна возможностей у них не было. Ночи часа он еще почал строить, еще американские отец, сенатор щиц, конгрессмен щиц, Барти Бахан, короче. Течи ювенчо благоволить, теш мы как, ну это демократ, что талс, радикал штат, аль-эмир, тюх, ерик, муалмеш, компания, арабквесан, ерик арабский наемник, тяха их танцун, вай ахича. Ну как бы Русня не старалась, у них их ирия церцер. Да, это какой-то томбах, возможно, у них по-любому это радикализовались бы они, по-любому Гебня какую-то в долгую, какую-то другую операцию без нашего участия провела бы. Но и там им было бы архисложно. Без этого Дагестана, без взрывов, без похищений, без этих джааматов, без этой оголтелой религиозной пропаганды. Цена для них это архисложно было им найти повод. Повод чего? Важный еще. Без повода. Даже Первая мировая война началась с повода. Этот сербский националист, 15-летний пацан, 15 или 16 ему было, по-моему, 15, застрелил этого наследника герцога Австро-Венгерской империи. То есть просто из-за этого началась чудовищная бойня. Просто-таки чудовищная. Повод не причины, как сказано в истории, но повод это. И что это? Повод лица. Я что хочу сказать, что и межвоенный период и от Схайнаха хиллак разобрать цадыр. Потом все погибли, там президент, велер третий, пятый, велер. Тахинцам, как в анекдоте, тахинцам тасса велер, таманский церковь, тасса велер хинцам, ну, дади аль чуечан, дади аля бьерда чуечан, короче, чуечу хинцам да хом дат дин аль, короче. فجخلت نرتس ولا أو تسمع ولني وقع ألا ديلت إياك ضعدي أنا وقع محبت شو ذكر هنزم دهم داتي ويش داتي تسوي اللي ألا يخي كجك جالي على شو أشوف شو وقع يخ محت يخ ديلت إياك ضعدي إيش صار زواج سويش مع وقع هنزم يخ شو هي تسوي اللي دي سن صار ситуация юпи, короче. Вместо того, чтобы хотя бы в 2003, 2004, 2005, 2006 и так по-охина вот этого кучки, урокс излечен, честно, камень, да, хажа харпал бинировшн, харпал бинировшн, харва инт яхдушн, это на нас, харбюхом, шон, харнахлечен, хоршон, вместо, и ему цадеш, как будто что. Мало того, эти люди как бы отсиделись в углу, вот эти нахлечен беши, исламские движения шли беши, и снова высунулись, как ни в чем не бывало, в командиры чеченского народа навязываться, движение шеш, как будто они ничего, как будто не подставили народ. И правильно они сделали, потому что их не обвинили. Типа раскаш победить Мадинный Дюйцер. Какой раскаш победить Мадинный Дюйцер? Это бред. Видите, и период разобрать не отцахвай, к сожалению, кто виноват, по часовой, по минутно разложить те ишмой, хар бюхом дало ишун, хар кунце ишун, хар цун фамилия ишун, отсудин душун, хар отсудин душун, хоко идина аль отстикатча шун аль, сетирша и охша, сер идеология, хар агалият теш, короче, идина ха, у нас положение было бы намного лучше сейчас. Намного быстрее мы отправились по этому. ИГИЛа, может, не было бы дальше. Представьте мне облегчение. Если я хил, я был и цархидиш, был зудвеш, сербеш, вышхербацер, тебя вин 3000, 5000, ногчик антревацер.
кварт бяхкан француз хребацер урсреттан францужин креяцер ну шоколаде хердарак кой по-любому. Чисто просто охрен, бабник дa'al, баккана буй, или не баккана буй, который Удина ислам спасать пришли. Кого угодно можно, кому угодно прирезать, можно кого угодно кинуть, можно хоть в Сирию, хоть куда, но в бусу мадуй. И молнишь на голову хауши, короче. Вот так ходим. Что и период действительно, мы ехали слишком, я не могу в этом коротком ответе изложить пошагово 10-летнюю, скажем, или 9-летнюю историю. Так что эмоциональный окрас гейтобим присун саячун возможность из-за эфирного времени дальше об этом говорить. Бехмобилев. Хочешь что-то еще по теме сказать? Можно сказать? Можно. Это началось еще не в середине двух войн. Это началось в 90-х годах, когда преступный мир в России выпускали и направили Чечню против Дудаева, свержения Дудаева. Ночью году. То есть? Ночью был ночью бой, ждахец болбелч, харсуне де худу. Сан задание шел, притчо, я лечу, чуть выкну, цабах болбелер. Еще подпись, подпись шошбар, фэз кайер сухайна. И говорили, авизовщик бой, те тоже начали Болба. И все против режима Дудаева начали приезжать. И с тех пор до религии, тогда то есть, никакой религии, ничего не было. Потом это преступный мир начала финансировать религиозные эти компании. И сами же это преступный мир начали религиозным принимать. Вот сега долдел деги. В религиозных никогда деньги не было. Деньги были у преступного мира тогда. Иш душоны, дулош, они что делали. Ваххабизм, ягим снабжательный, преступный мир. Финансирование шла им с Москвы. Может, и правда, нам от этого не легче. Я как раз говорил о 90-х годах, кстати. Хочу дополнить к тому, что сказал Тесла. Абсолютно правильно. Большая беда в том, что в свое время, когда это было нужно и актуально, хотя и сейчас, наверное, актуально, но тогда совсем, не было разбора полетов, анализа ошибок и публичного, официального, всенародного осуждения этих ошибок. На этом же и погорела и Россия тоже, когда после развала СССР не было своеобразного вот этого, может быть, как Нюрнбергского процесса, где осудили бы вот эти вот этот период советский с его диктатурой, со всей этой идеологией, и именно из-за этого в сознании у людей остались эти ностальгические настроения, которыми сегодня Путин успешно действует и возвращает Россию обратно. Именно на этих ностальгических настроениях, и потому что нет в сознании людей вот этого общественного, общепринятого мнения, что это было осуждено, что это было плохо. И на этом погорели, кстати, тоже. Поэтому, да, согласен полностью, это плохо. Вистра лучше по теме. Цитат очень. Ложь может спасти одного человека, может двух, но вовремя сказанная правда может тысячи жизней спасти, миллионы. Я бы дополнил бы немножко, немножко пессимизм России я попытался бы развеять, потому что все-таки помимо плохого было очень много хорошего тоже. До войны, например, в 92 году, например, с 92 до 94 года, с 91 года
самые счастливые дни, года моей жизни. Потому что была свобода, независимость, наше национальное государство, которое веками наш народ ждал, что мы освободимся, ждал, что мы будем от России, от этих войн свободные. То есть это было золотое время. Вот как его использовали, это другой вопрос. Но многие люди были воодушевлены, были вот, как бы заряжены этой свободой. Из-за этого, из-за того, что вот эти люди хотели свободы и вышли, воевали, и победили. Не из-за того, что кто-то их заставлял, именно защищая свою землю, свою родину, себя самого, своей семьи. Поэтому здесь, когда мы говорим об этих вещах для будущего, ну, для молодого поколения, которые ничего не видели и не знают, если мы так будем им рассказывать, то у них никакого интереса к будущему не появится тоже, потому что они будут, да, все равно будет повторение того, что было сделано. Поэтому, не только поэтому, просто я и мое поколение, да, мое поколение, в то время нам было 30 за 30, когда развалился Советский Союз, и когда провозгласили чеченское государство, такое как раз время человек, когда полностью созрел и понимает, осознанно признает это государство, осознанно понимает, что вот это будущее только именно вот в таком ключе должно быть. Не бегать по России там, в поисках работы, да, в поисках проживания, унижаясь везде и всюду, куда попадаешь, именно работать на своей территории для своего народа. Это было очень важно. К сожалению, у нас не хватило времени. Мы бы все это исправили, если бы не войны, да. Если бы не первая война, то уже к 1994 году, это кто помнит, наверное, кто постарше возрастом, помнит, что уже к 1994 году в республике уже начался порядок, да, развалины, вот это ЖКХ, система, уборка города, все такое уже начали восстанавливать, и люди начали делать из этого бизнес, уже бизнесмены появились, которые организовывали вывоз мусора с улиц, отовсюду, в общем, на центральном рынке, везде, в городе Грозном начинался порядок, потом из-за границы завозили товары, летали самолеты у нас, как вы помните, Эмират, еще куда-то там летали, не знаю, я сам, мне не удалось никуда летать, но на самолетах, у кого были деньги, летали, привозили товары на Петропавловском рынке. Был организован огромный рынок реэкспорта, привозили, у нас закупали, возили в Россию российские бизнесмены, челночники. То есть было все хорошо, и Россия, увидев, что мы можем прожить без нее, фактически, ну и там другие причины, конечно, для того, чтобы разворовать все залежи, все эти богатства Советского Союза, которые им осталось, начали войну, мы оказались как козлы отпущения. И потом уже после окончания войны, после победы, да, здесь уже немножко начинается проблема, потому что кадровая политика была из рук вон плохо. Когда в мире у нас такой имидж был победителей России, да, такой имидж людей, мне самому несколько раз предоставилась такая возможность выехать за рубеж в составе делегации. Мы когда были в Литве, в 98 году, кажется, люди хотели нас потрогать, чеченцев. Настолько был имидж высокий. Но, к сожалению, вот эта внешняя политика, когда я был министром иностранных дел Удугов, 1 год, ни одного дня он не зашел в кабинет Министерства иностранных дел, ни одного разу, ни одного разу не был там.
То есть год, вот этот золотой год, где можно было бы внешнюю политику найти, друзей, сторонников и так далее, когда Удогов этот год списал. Потом пришел Идигов, полгода Идигов просидел на этой должности, ни разу не зашел в Министерство иностранных дел, еще полгода ушло. И потом уже, как мы помним, перед 3-4 месяца до начала войны поставили Ильяса Ахмадова, одного из лучших министров иностранных дел, которые у нас были вообще, который худо-бедно там начал уже делать какие-то выезды, распоряжения, в общем, на профессиональном уровне начал эту работу делать. Поэтому здесь помимо этого, да, там послевоенный период, тоже надо учитывать, что люди негде было жить, не было работы, не было зарплаты. Естественно, вот появлялись какие-то банды, которые Россия финансировала, вот эти джамааты разные финансировали, они покупали оружие, человек с ружьем против человека без ружья, конечно, имеет власть. И вот таким образом в нашей республике началась вот эта вот зарождаться такая вакханалия. И причем это не только у нас, если вы посмотрите на Россию, да, Советский Союз, послевоенный Советский Союз, еще при Сталине, то там были тоже такие же банды, убивали людей, похищали и так далее. Даже такие суровые времена. Это везде происходят такие явления, и мы, к сожалению, да, не остались в стороне от этих бед. Но в принципе этот период, да, когда мы создали государство, когда приняли Конституцию в 1992 году, создали государственные институты, создали государство, провели выборы. После Первой войны провели вторые выборы. Это огромный вклад, это не то чтобы вклад, да, для нашего государства, для нашего народа, это огромная ценность. Здесь мы можем в любом суде, на любом уровне утверждать и доказывать, что мы являемся государством, что вот смотрите, наша история, да, здесь выборы, причем вторые выборы были под эгидой ОБСЕ, которые признали эти выборы самыми прозрачными, честными и активными на постсоветском пространстве. Я хотел вот это добавить просто. Можно задать вопрос Хусейну? Можно, но только его нужно записать. Или ты вот к этой теме хочешь добавить? Если к этой теме, можно вопрос задать. Да, это в принципе к этой теме. Хусейн, дядя Кахаил, Сергей Кахаил, у меня такой вопрос. Вот, 91-й, ладно, только вот начало было. А 92-й, 3-й, 4-й год, как уже сказали, уже тогда внедряли вот этих вот диверсантов, я имею в виду религиозных диверсантов. А велся ли какой-то вот службой нашей, службой национальной безопасности, велся ли какой-то учет, мониторинг вот таких лиц? Понимали ли тогда наши службы национальной безопасности, наши политики, что их внедряют нам русские спецслужбы? Вот такой вот мониторинг вот таких вот экстремистов религиозных, он велся во всех бывших советских республиках с мусульманским населением, потому что как бы они понимали, что эти люди, они подрывают как бы безопасность государства, граждан и так далее. А вот наши, вот чеченцы, понимали ли это тогда, с 91 по 94 год? Уже ведь тогда они появлялись и мне рассказывали, что они ходили с большими там пачками денег, эти люди, вот какие-то там студенты возвращались, которые отучились в Пакистане, еще где-то. Уже тогда брали ли их на карандаш? Вот если нет, я сразу мнение скажу. Я считаю, вот это вот наши наших спецслужб тогдашних. Дело в том, что конец его. Ты что хотел высказать? После вопроса ты что высказал? Да, я просто хотел сказать, если это не делалось, то, конечно, вот это я считаю главной ошибкой наших спецслужб, наших органов.
Ну, дело в том, что я думаю, что это не делалось, потому что помимо них, да, у нас были другие вот эти оппозиционеры, так называемые вооруженные, Автурханов, Хаджиев, Хасбулатов, вот там еще много других, которые создавали вооруженные отряды, с которыми мы боролись. Я сам участвовал в нескольких таких, будучи сотрудником, ну, как бы в охране, там, главного штаба, в Гехах, когда боевые действия были, я там принимал участие против Лобазанова. То есть тот период, да, вот это вопрос религиозной темы, религиозного радикализма вообще никак не стоял, потому что чеченцы, ну, не были радикальными, тогда вообще не понимали, что такое радикализм и что он может нам сделать плохого. Все думали, что религия – это святое, это наше все. Религия нам поможет, наоборот, улучшить наше население там, и так далее. То есть на уровне народа и на уровне государства считалось, что с помощью религии, да, мы можем улучшить свою ситуацию, улучшить свою жизнь и порядок нашей республики. Но оказалось, что мы были не очень в этом деле разборчивы, и эти засланники, которые начали заходить, сейчас уже задним числом мы видим, что эти джаматы, оказывается, с 92 года создавались Халимовым, Исламом и там другими людьми, да. Они финансировались, оказывается, да, братьями мусульмане, организация египетская. Эти люди имели тогда выход на это, братья мусульман, они их финансировали для того, чтобы в Чечне зарождались эти радикальные вот эти группировки, джаматы. Ну, мы, чеченцы, во-первых, наивные, во-вторых, нет опыта своего государства, нет опыта у спецслужб, как надо работать, ДГБ, там прочие эти структуры, это были тоже как бы непрофессионалы. Поэтому много упущений, но исходя из того, что мы видели, знаем, да, в будущем, вот для будущего это огромный опыт, как нам в дальнейшем действовать, что делать в дальнейшем, вот это будет служить нам опытом. Вот эти все наши упущения бывшие, да, они должны послужить нам опытом, как не делать в будущем. Можно тоже дополнить. Вот этот, кстати, Лобазанов, полковник ФСК на тот период, ну, или впоследствии там его повысили по званию. Это главный так называемый оппозиционер, хотя по сути это никакой оппозиции у нас не было в нашем государстве. У нас были вооруженные банды, которые полностью финансировались и управлялись из Русни. Вот как Хусейн сказал, которые возглавили Хаджиев, Автурханов, Гантемиров, Лобазанов, Хасбулатов и ряд других подрусских. И вот что тоже важно, надо подчеркнуть, еще тогда вот эти вот подрусские, у них тоже как бы, ну вот если ихние цитаты какие-то, ихние интервью мы послушаем, то есть вот эти управляемые русскими люди, они еще тогда озвучивали вот эти вещи, и Лобазанов озвучивал, что он устанавливает шариат. И вот этот вот Хаджиев тоже где-то говорит, что там Джахара надо к шариатской ответственности там привлечь и так далее. То есть еще тогда русские пытались всеми вот этими силами, через все вот эти вот своих офицеров, через своих как бы пропихнуть уже, чтобы в дальнейшем мы пришли к тому, к чему мы потом в дальнейшем и пришли. Навязать религиозную гонку пытались нам. Да. Ну, это у них получилось. И вот самое важное, просто чеченцы, они не восприняли, как ты говоришь, другие постсоветские республики, у которых, в отличие от нас, был опыт уже вот этих всяких групп религиозных, которые там потом гадили уже народу, государству там, или государственности. У нас не было вот этого опыта. И, ну, может, он даже был, но в любом случае нас как бы
сделали все, чтобы мы подзабыли об этом. И из-за того, что он отсутствовал, вот это вот видение или знание вот этого, что эти религиозные группы, кем они финансируются, с кем совместно работает Ближний Восток, кто на Ближнем Востоке главный, там, кто там из Москвы управляет ими и так далее. Вот это вот весь, вот эти все процессы, они, ну, по большому счету, сегодня тоже же чеченцы, хотя сами через все это прошли, не хотят вот это понять, вот этот весь, вот эту всю ситуацию, пагубность ситуации. Поэтому не знали и восприняли как некого союзника, как некое, как Хусейн Исмаил, что-то вот святое, что наоборот там предписывает духовность, мораль, типа от алкоголя люди откажутся, наркомания откажутся, там все будут какие-то здоровые, там спортивные, заниматься спортом, то есть религия отбивает от всего. Все, короче, традиционными семейными укладами, отношениями, там с культурой на высоком уровне и так далее. Вот в таком вот формате как бы восприняли, поэтому дали на себе полностью отработать вот этот номер, который в итоге нас привел, куда мы сейчас пришли. Я было, что я долго, но хотел дополнить. Можно я скажу пару слов о том времени тоже? Женщина хорошо чувствует вот эту тревожность. И вот эта тревожность у нас началась с того, что начали рассказывать, что по ночам выезжают какие-то на иномарках бородатые, накачанные, вооруженные ребята. И они очень опасны. Вот их dit стодилар, а вот кто они, и чтобы их кто-то ловил, вот этого еще не было в то время. Но вот эта вот тревожность вот в воздухе уже была. И я помню, что очень много замечаний Джохару делали из-за этого Лабазанова. Лабазанов и Наца Сацуцу Бош. Но после этого, конечно, начались какие-то вооруженные столкновения с ними. Но это было уже накануне войны, когда все это как это набиралось сил, и штяглу, штабел, шпарить, все шло как-то, разваливалось на самом-то деле все. Перед войной уже было совсем плохо. И почему-то я тоже недавно видела какой-то ролик Хазбулатов где-то, и его сопровождает Лабазанов. Вот кажется, как могут эти две фигуры вместе быть, как может Хаджиев стоять на этой самой и говорить, что вот мы призываем Джохара к шариатскому суду. Эти вещи были очень подозрительные, странные. Я помню, еще у меня между войнами один ребенок в 1 класс пошел, в этом классе еще сын этого Халимова был. И вот мы 1 сентября родители сидели за партами с детьми, и вот эта учительница все время, когда говорила, все время смотрела на Халимова и все время боялась что-то не так сказать. А я думала, обращает на него внимание. А вот до нее вот эта вот тревога раньше дошла, чем до меня. Просто я сейчас так понимаю. У меня все. Джовар Сейлер Дин Волша жужжал, шел, чатку я то есть можно его как кто хочет расшифровать это, но я по-своему его расшифровал бы. Из-за Лабазановин Готуахчена микрорайона Готуахче мы первые взрывы Шкестига Аша Долш раз подбежали, смотрим. Короче, после уже завершения этого штурма
противотанковые гранаты, заложник, что халюч, ну, тем, что хош, саш, без штабахар, келар болар, но основное уничтожить. Или банд. Сам это трус, который пугал чеченский народ, пугать те, что сам спрятался, милогора, метаться, дворища, йол, скоп 9 этаж, что, дырка, вот что, йол, раска, меч, мета, еще, короче, залез, и шмонту, шина, ее, конечно, никто не подозревал, и штихал, и умждать сердца, может, на проверке тщательно. Смотрят, там лежит женщина. Оказывается, тех гуч диалог, цыга, далеч вария. Конечно, Джохар это все пересечь не мог, конечно, его хаять за это, почему не было, значит, порядок, это то все больше. Ну, порядок не было, потому что сами чеченцы его не наводили. Как не наводили Бог? Куда? Не было опыта. Маалар, опыт, только становились на ноги. И резко нам противостоит российские спецслужбы. Ниц мабахцам умлилда. Как он этих пугал еще Милюгар Айзума Аллар, пугал, что любой язык дают цуа. До того опускали чеченский народ. Вот это внедрять яш. И он ночь юка. Зуд хаяк. Зуд аик сюнгер. Хаяк тагуац бош. Уже вооруженный. Планомерно бяш болбар. Полностью против чеченского народа. Бяш болбар. Ца маршу. Цеяла кавюк. Чтобы сами ночи гошен проклинали это маршу. Что ты дуак? Болбину. Не надо так сильно друг друга упрекать, в том, что мы не смогли противостоять этому. Не было никаких ресурсов. Воры все были до единого. Дахват хватина, вор, лячи, шу грабил, шу худуется. Багдек дит, смотрите. Багдек. И багдек дует человек, дахват теча вор, да. Ишь, ситуация. Сундела, Джахар, конечно, не святой был. Джахар волшен, нацашен. Жим поднажатиняр, и чунга остановить религиозным, мракобесие, юка юлшил, и всякие. Единственный ключ, я считаю, чеченцам, которым можно беспроигрышно ввести в пропасть, это религиозный вопрос. Действительно, это так. Политический, экономический, нохчи, туолур болшбу, улкшет, адалур должбу, отча, дахитвур болшбу, бизнес, дайрит ложбу, дилур ёлшбу, все они могут. Вот на религии они нас бесконечно в бездну ведут, и конец края и очень низ вот экач. И что конечно, дикбал бинацугас, что можно и шляпу снимать, молодцы, швец он сутя. В общем, не дуритесь, ребята, сутя. По легенде, Моисей 40 лет водил свой народ по пустыням Олк. Мы уже 30 лет беженствуем. Мы прошли все этапы становления народа. У нас теперь есть опыт, как нельзя делать, чего нельзя допускать. И, наверное, чтобы созреть и понять свое место и свое назначение в периода, наверное, мы должны были через него пройти. Это наша история и наш опыт. Можно, кажется, уже следующий вопрос зачитать. Попросили ответить Теслу на этот вопрос. Сейчас я его зачитаю. Вот. Давно вас слушаю. Был проект протектората для нашей земли, в последующем который подхватил Закаев и возвел его в ранг посмешища. Что о нем всерьез перестали говорить? Хотелось бы узнать, продолжается ли работа над ним. Ну, работа продолжается всегда. Протекторат за углом свободишь мотивируем протекторат делал.
То есть это будет зависеть от нас. Когда они увидят, что нас много, и мы что решительно настроены больше не делать глупостей, то и какое-то встречное движение на их дороге тоже начнется. Пока что гуш умдац, мелкие ростки, кое-что они заметили, инсайдерские информации, если я поделюсь чуть-чуть. Но реально цена, они работают с данностью. То есть, если они увидят, что есть потенциал, то будут работать сами. Если не увидят, что его нету, то шуталибан хиллях, шариат ватту. Ну и фиг с вами, еду царь. То есть, здесь вопрос не в них, а в нас самих. То есть, у Бог бах. Косак хахин, то протекторат ебага, гостепика, я не знаю, его величество, принц Милор его Чарльз и Чарльз Игбара, это все ничего не будет означать, если нас там не будет. И Ибрахим Сейдар Меттахсон, нас нету. Вот когда мы будем, тогда будет и протекторат. Пока нас нет. Почти, скажем так. Там еще Вот что есть момент, давайте. вот, когда эти религиозные группы, после того, как мы начали разговор об этом протекторате, то есть мы о нем говорим как о потенциальной возможности в будущем, если, как Тесла говорит, мы будем. И вот как об этом начали говорить, сразу там вот эти религиозные группы начали среди них волнения, и вот этим так называемым гамадрилам религиозным деятелям, им внушают, ну так преподнесли, как будто бы ездит какая-то кефирская повозка и бесплатно раздает протектораты там. Вот все, короче, кефирские страны, ну, согласно их вот этой риторике, они на вот этой повозке ездят и ищут, кому бы раздать бесплатно протекторат. И вот как Тесла говорит, если чтобы был протекторат, поддержка была, мы должны работать. И в частности, один из негативных, кто работает в противоположном направлении, как раз вот Лекаев и его жамаат, они-то как раз вот и являются теми, кто максимально отталкивает и отдаляет для нас вот эту возможность, чтобы действительно мир оказал нам поддержку. Ну и Гигов, вот этот главный в президиуме Верховного Совета ЦК КПСС, он тоже собрал какую-то партию, там тоже из бабуинов, грубо говоря, да, там всяких обработанных религиозных деятелей, сидел среди них, тоже рассказывал, что якобы протекторат тут там предлагают, и что это очень пагубно для нас. Опять-таки, как будто бы им там бесплатно кто-то его раздает. То же самое говорил и вот этот Сулейманов Джамбулат, который тоже устанавливает шариат, что якобы, это показывает несостоятельность, это как бы задевает наши чувства, потому что, ну как это, чеченцы разве не смогут сами государство построить? То есть все вот эти религиозные деятели, им очень, ну вот, внушили, что им это как, я не знаю, ихняя какая-то, как смерть там Кощеева, вот эта игла или что-то подобное, да, что вот этот протекторат, он не даст им установить законы, там, которые они хотят установить, вот это политический ислам, шариатские движения. И якобы, если будут вот неверные там кефиры, ихняя какая-то помощь, ихнее вмешательство, то
все, протекторат, сам имеется в виду ихнему шариату, конец. Ну, по сути, там никакого шариата им никто на территории европейского государства, европейского континента никто не позволит. Единственное, максимум, что они сделают, они будут гадить и отталкивать вот этот момент, когда чеченцы начнут избавляться из вот этих русских оков. Вот единственное, максимум то, что они делают, пока они говорят вот эти о своих этих религиозных идеологиях. Да, я тоже Хочется. согласен. Пока не будет у чеченцев самосознания, за протекторат ничего нам хряк, надо стремиться к этому. Низ Бог. Вистхалуш, а вы по этому вопросу? Ну, там добавить, в сущности, много можно, но конкретно, если резюмировать итог, там дело в том, что как каждый из ораторов высказался по поводу того, что нам необходимо, во-первых, наши вот эти инертные товарищи, что кто-то им принесет протекторат, я имею в виду граждане нашей страны, которые в каком бы конце света они ни находились, они остаются гражданами нашей страны, которая в данный момент оккупирована. И вот если они не будут проявлять интерес к восстановлению своего государства, то какой-то там дядя с другой стороны не придет и не дядя может накормить тебя, чтобы ты был не голодный. А вот вместо тебя страну строить он не будет. А вот когда ты проявишь интерес, докажешь ему, что ты, значит, обижен кем-то и потребуешь, пользуясь международными законами, пользуясь, в общем-то, оказать ему помощь, отстаивать свои интересы, вот тогда вполне возможно, и еще только возможно, вроде сначала казалось, что это очевидно, а теперь, вот чем дальше мы заходим, тем больше видим, что, ну, в смысле, наши граждане показывают, что они не заинтересованы в этом. Они заинтересованы в мракобесии каком-то. Там некоторые говорят, что их устраивает там находиться в режиме российском вот этой оккупации, и что вот там воевать и участвовать в преступном, значит, нападении на другие государства. Ну, это единицы, конечно, там, не все генералами становятся эти коллаборанты, но в любом случае их ярко демонстрируют везде, и они создают мнение. С другой стороны, находясь в Европе и в других странах там, мира сегодня, оказавшись, как сказать, в изгнании или беженцами, они потихонечку там отращивают бороды, там, радикализируют и демонстрируют себя людьми, которые строят совершенно никакого отношения к интересам народа и к нашей Конституции не имеющего государства. Они демонстрируют, что они хотят построить какое-то исламское государство, образование. Там. Людям не интересно, в смысле мировому сообществу не интересно халифат, ты как его ни назови, там исламское это государство. Самое главное факт, что это новое образование на Кавказе. А если ты бы возвращался к истокам своим, то есть
уже законное государство, которое декларировало себя, которое в ООН там как не представлено народу, но в любом случае уже представлялось. Уже выборы официально проводили и помогали под эгидой европейского вот этого парламента. Все это есть в истории, и этим нужно, не то что можно пользоваться, но в силу вот того, что эти способствующие, значит, противодействующие интересам нашего народа люди и являются, и от имени нашего народа говорят, и становятся под наше знамя, в итоге получается, что у нас мы не определились. И теперь, когда вначале вроде нам протянули руку, теперь уже так нужно доказывать, отстаивать. И намного сложнее это мы оказались в ситуации, чем были в начале. Вот такая ситуация. Я чуть-чуть, чтобы пессимистично, это тоже надо зрителю нашему разъяснить, что Запад и Европа очень сильно заинтересованы, чтобы на территории Европы, в частности вот на Кавказе, не было ИГИЛа 2.0. Точно такой же, если не в 100 раз больше интерес у чеченского народа, то есть у тех, кто действительно печется о своем народе и понимает всю плачевность ситуации. Вот поэтому вот полностью все предрасположено к тому, чтобы мы... Плюс еще тут важный момент, что вообще во всем мире, в радикальной среде отличаются вот этим радикализмом больше других чеченцев, то есть больше других через русскую пропаганду, через русскоязычную литературу, русскоязычных мул. Больше всего чеченцы подвержены этому. И когда мы из своей среды это выкинем, это во всем мире угаснет, вот этот бред происходящий. Поэтому интерес тут огромный есть у мира. Просто нам, как мы говорим, нам нужно это осознать. И нам нужно понять, да, вот всю пагубность, что если действительно если нам это не нужно, конечно, каждому нужно себе куда-то, я не знаю, своим чем-то заниматься, как занимались, так и дальше, пока нами там не займутся русские и кто угодно. Тоже хотела что-нибудь сказать, вернуть нас к оптимизму. Дело в том, что репутация для государства – это все. Как нашу репутацию принизили, оболгали россияне, теперь вот эта вот ситуация вернулась к ним самим. Теперь они сами и террористы, и нацисты, и все что угодно. Так что займ хейслуш лицо, дюни хейшту эллик беханчун да и дюни хейштушун. У нас еще много перемен должно быть впереди, в хорошую сторону. Плохого мы уже нахлебались. Этого нам хватит на всю жизнь. Единственное, когда на улучшение удушного волка. Только надо самим понять это и работать над этим. Yok yapıyor sürekli пшуйцу эсч. Еще полностью юги шуцер. Вот эта молодежная партия, хаз арабела европейская, хаз дяшболш. Ген уж подбитбин, хаз царя нахбин, хаз ю и взяточество. Я опять-таки подчеркиваю. Мялдол, зулама и цигардол, что и полностью и собой вати, эсбой, хардиждати, что и бред яцер, вот чупал него. И окончательно его еще кашей в жизни власти борбоч. И мялдол, и банна щуй, который уголовник, щуша, беш, разные театры, под каким флагом они носятся, эти бандиты, под религиозным, там, скажем, под российским флагом,
Значит, полностью уничтожить еще. Ногчи умбает, аурдот, ногчи чувак. Сами народ будет определять, как им жить, как им дышать, что им делать. Значит, закон вырабатывать дальше. Вот этот закон нам не понравился, только зедербай, до потихоньку, да, сейчас плавно отойти дальше от этого закона. Основы вырабатывать дальше, изучать дальше, шорт, болбуху забобишь. Вот эти мракобесы в жизни шей власти больше столетиями юхин систем. И чем народ сплоченнее, тем, конечно, айдли дом, да, слуга это будет, айдл, будет делать то, что народ им говорит. И штаурю систем. Сунде, векам сплоченный мялхул, векам образованный мялхул, у нас, да, мула, получится. Кто хотел добавить еще? Я хотел по поводу вот того, что я говорил, тут как будто бы не как будто бы, наверное, прозвучали какие-то пессимистические ноты. Дело в том, что и сегодня, даже сегодня, если вот молодежь подключится, если продемонстрирует чеченское общество, буквально это один день нужен, чтобы мировое сообщество на вас обратило внимание, и мы могли смело говорить с ними на любом уровне, что мы сплотились, мы хотим государства наше на демократических основах нашей Конституции. Это очень просто. Просто сегодня вам, каждому чеченцу, нужно об этом это понять и воплощать это в жизнь своим поведением, действиями и так далее. Молодежи нужно быть более активной в политическом смысле. Конечно, они должны делать карьеру, работать, получать профессии, учиться и так далее. Каждый из них дал эту бой. Но в политическом смысле сегодня от них требуется большего. Нужно, чтобы они участвовали в политической жизни по восстановлению своего государства. Потому что это исторический шанс, и это будущее всей нашей нации. И большая ответственность на них. Так получилось. Артур, ты хотел добавить что-то? Да, я хотел добавить, возможно, немного лирики, но по теме. Просто хотелось бы, чтобы каждый из нас, каждый чеченец представил себе, независимо от возраста, даже если он это делал много раз или кто в первый раз, просто представьте себе, насколько это здорово иметь свое государство. Свой паспорт, свои государственные институты, образование, которые будут отстаивать твои интересы во всем мире, где есть вот визовый режим, где есть вот все это есть. Сегодня пускай чеченец куда-нибудь попробует поехать, даже в России к нему предвзятое отношение. Везде нам больше всех нужно доказывать, что мы не верблюды. Везде. Там, где кому-то достаточно одного слова, нам нужно 3 слова сказать в свою защиту, чтобы хотя бы посеять какую-то нотку позитивного сомнения в свой адрес, что ты нормальный человек. Настолько изуродовали нас. Просто представьте, насколько это здорово. Не быть придатком России, которая губит нас уже несколько веков, а иметь свое государство. Не жить в России, там, где ты что-то, как только ты лучше русского что-то сделаешь, тебе тут же скажут, езжай в свой аул, тебе здесь не место. Как только ты будешь лучше него в чем-то, неважно, в музыке, в кино, в политике, в искусстве, в чем угодно, тебе тут же скажут, аул твой там, давай езжай. При этом полностью высасывая все соки из твоей страны и из народа. Насколько это здорово иметь свое государство, просто представьте себе. Разберемся мы с религией внутри, разберемся. У нас будет конституция, которая уже есть. Возможно, там ее нужно будет привести в порядок, да, там были какие-то изменения, там что-то вносили, лишние вещи. В порядок привести, сделать нормальную, классную, хорошую, для всех удобную конституцию, вот она же есть у нас, вот ее взять за основу. Разберемся с религией, потому что там сказано, у тебя есть право
исповедовать свою религию или не исповедовать никакой. Нет в этом спора вообще. Зачем мы спорим об этом? Просто подумайте, как это хорошо иметь свое государство. Быть настоящие во всем мире как надо. И не доказывать нигде, что мы не верблюды. Настолько изуродовали нас. Бяхмадыло, что за вот это, за эмоциональное, но просто уже так накипело, что я просто не знаю. Уже, очевидно же все. Шикарно сказал Артур, и я подведу итог, сказав, что жить в составе России – это жить на пороховой бочке. В любое время они могут стереть заново с лица земли нашу маленькую республику и нас вместе с ней. Не давать ей больше попыток нас стирать с лица земли. Это пороховая бочка. Все, я закончила. Я, наверное, тогда зачитаю следующий вопрос. Читай. Хотелось бы поподробнее узнать про люстрацию. Почему она не была проведена и чем это грозит в будущем для нашего народа? Можем ли мы наступить на эти грабли снова? Selam marşaldu. Kuçuma sevgi. Çoğuk yaş bekçe bila tajim ası erdir sayın. Guşdek, hiyeçdek. Иллюстрации бошталым. Çoğukçunu hayta dühar иллюстрации бохум. Şiyen lığılış. Şiyen qomna, şiyen paçalqna. Dühal vələ şiyen mostaqçun. Te boğal beş olstag. I мог мерш белчи и от почал кюгеля дол любой айдел бала истагва бакойоч хумду иллюстрация бош долум цундела и дюхар гасқи нохчи том дабелч иллюстрация цейр бахан цанавар وي цалар дардер гасқи شيء بوا بيش خلر بهندلش شلوه иллюстрации ينعاري تر فتحي نقشي شوور وتر يندر بيوس إديغوس تر إسلامский почалк объявить рецер государственной религии ислам дирдер так Ахмаду гары мартанд я вахабизм кулуриятер иллюстрации инхля так Дагестанч годиан Россиянч был Дагестанч годиан нохчи Дагестани чу урбайтер так удугоуси халимоуси 21 веке дюхар кафир штелетер ватер иллюстрации инхляре إيش إلlustratie تير بهندلش إيش أقومنتي أصناعه نواسقش لوقت إدالو إحتو بنا تنديلا تان وي أتصمن شو учитывать ديش إشادلهم خاخوش دانا أتصيعدو إلlustratie ييش خلر تاقتنا زكوندو يقداق ديش إلlustratie خليزر Цундейла иллюстрации ей шинс хилар бахан уду тагана гасқи шейгул худуа قان شين قان يعني وي مرش بين بو مخك يو شي كوكل بالو شين يو غير بيش بوش يغير بيش خلر بحن اس تانتغنت يعدال يالوري موسو تبيوش وي любитель якутских алмазов وي Кутаев Руслан всю жизнь лаской что болбе шавошо хит лаской Украины там были шибухталах вахина та актер олушу центедак цеос на лаской чо Путиник диалардеш
اشتي نوخشي شو كوكاز دقاس لوشل شوية دقاس تيزوي بوش غاسقي شو الدين دولق أميلان دو على وزرجات ديش واقعنا تخرسيان شدو تخطعنا مهتي غوردات رسي جور دو بوش أميل دينول كتايو تان إشكيري تخيل так называемый Закаевский правительство юка хавен лил шудан ичкери царах нохчи комзар амилшдеш иза хаваитер бахан худу и мох кой мер белчи вой выборш хилиеш мою айдил харш қи харш и выборш хили яешу иллюстрации хунда элчи от харш дол айдил юке инах буй ясқыште бол беш болнах цуюк цабалайт еешу из до выбору обязательно хилдиш дойс цундейла иш кятчин ухара аркутай руслан уй цун кятчин ушун қанлам имох мерш байла қанлам нохчи шей пачал кума шей меттиало бюлбелчи шей айдилума харж юлич оцюк вахита хава этин ухар هرا وشون قيبوشون شوارت تنديل جو واجن دوشون تاقتان ويوق شو اس فاول شو إلير يحل خيل دلهم شون ليو ديتين قيب تاتمو شون ليو ديتر وي اش صوتون تدير وي تغنى إيهتو بيلا شون وين إهم ستدا إهم قيتغلت وين إيهتو بيلا تنديل وي هورمو شيت يقش ملو مل خلا شادك ديتا دوش إنها بوزت بيشبو ويقومن طبعا وي دعوة شو بوليتيكي وي قومنا وي مارشونا وي بتشاوقنا وي دعوة شو بوليتيك تن программ شايق ويوشو إنها إزوشيتين حاجة هر بوليتيك وي دقادوش قومو ليح وي تعني يهم قيشق دولي تردات تون وينج او يوشو إلوستراتي إغاسقي بلولوي بوي تانت إبابيش بولناخ يشقي وينوق اتباحكيت قي تيرگ تغاسقش ديزق وينوق اتسليل ديت قي يو هروي مارشو هرشادق يونيا تغاسقش كيلتا دولت تي تعان ديت يو ويقومي بالتا يجيت إناخ وي в любом случае цунцунаан истяк изарёшью цундель юшу иллюстрации инаха нохчи пачалки күгелядол цанна держи юхе бит ишолш бахтш иштум дох дох as иллюстрации бош дол умнас шейт эту долчу ясниса ялык данис дорахш Нисба, чё нисба? Да, дик развивать, ты молодец. Единственное, цахум между иллюстрация бог из масала руководство держит и момент чутига, но таган рядовой тана юка шей тахейне бол геш болнах и как бы войнохчи ком адресоваться дешум да цеста шей тахейне боли там шей рит тадехч тан эробе табехч таболш болнах от категории юка бош бет именно от категории юка лош что хума из от срайс кашит непосредственно бол бери и вот срайс кашит бол бешал и элемент уже нохче айдал да то юка хилиш тахлар Бах, но дело в том, что это же не сложно, это персонально разбираются дела. Заявление на должность тоже персонально подается. Поэтому там спецслужбы должны будут работать. Войновчик спецслужб организовать Елю при первой же возможности. Да. И
нужно будет фильтровать там этот вопрос. Одним словом, это серьезный институт должен быть. На первых порах в любом случае. Перейдем к следующему вопросу тогда, если никому нет чего добавить. Давай следующий вопрос. Так. Всем добрый вечер. Расскажите про культурную экспансию и почему она так эффективно работает на нашем народе. Я бы ответил, когда у тебя, скажем так, нету своей культуры, своего языка, самосознания, ты становишься пластилином, который можно легко лепить и ассимилировать в других более больших культурах. И поэтому ведется такая намеренная работа по уничтожению самосознания, чтобы, ну, это империи любят такие вещи делать, когда ты не отличаешься от общего населения, тебе особо смысла нет от него отделяться. Если мы были сильно обрусевшие, назовем, в кавычках назовем это так, как говорилось, да, если у нас все было похоже с этой культурой, у нас особо причин не было бы оттуда пытаться выйти, быть независимым, в принципе, нам все подходило бы. Но это не так. Пока чеченцы как-то, в отличие от многих других народностей, смогли свою такую идентичность сохранять. Ну, сколько это еще будет получаться, это тоже неизвестно. Точно так же и с арабской культурой. Ну, арабская культура, надо называть вещи своими этими словами, она именно рассчитана на то, чтобы убирать полностью местную культуру, ее переваривать как в мясорубке и на выдаче, нового араба выдавать. То есть и то, и другое, это оба империалистические такие идеологии, и это намеренная работа. Поэтому эффективно она работает не только на нашем народе. Возможно, она даже на нашем работе не очень эффективно работает, как если нас сравнивать с другими народностями, которые также являются частью Советского Союза, являлись частью Советского Союза. По раскладу мы видим, что независимо халуши, царь цахал халуши, царь ахдакас халуши, вой беда захищ. Поэтому, сейчас мы видим, наблюдаем последние 20-30 лет, прям она сильно эта работа велась, прям школа сейчас уже это преподают, там встает, есть видео, как встает там школьник говорит, вот, был общий, русский предок, и мы от него тоже произошли. Вообще бред какой-то. Через 1, 2, 3 поколения школа, если это будет преподавать, это будет и так. Это этаблируется. И смысла не будет. Зачем от более сильного, более богатого государства отделяться, если мы, в принципе, одни и те же. Такая мысль зарождается. И рассчитано это на долгосрок. И свое мнение, да, по этому поводу. Можно тоже добавить чуть-чуть. Как Нужно. в нашей среде работает вот это экспорт культуры, где он сработал и почему он у нас сработал в своем большинстве. Я случайно, PHF, что я часто тоже это озвучиваю, чтобы мы специально думали, правильно думали, или если есть у кого-то опровергнуть, это можно дискутировать. Просто когда напрямую чеченцам взять и изъять у них, открытую попытаться взять у них, изъять или уничтожить или ликвидировать их культуру, то это так не работает. Это
То есть, если сказать, вот ты, например, такой-то, такой-то, у вас вот такая культура, отныне ее нельзя практиковать, и надо практиковать, например, русскую культуру, то тут появляется все-таки обратный эффект. И люди берут это во штыки, и таким образом нас на протяжении длительного истечения времени не удавалось ассимилировать и так далее. Но когда это делают посредством подмены ценностей, вот один случай, когда тебе скажут, давай, вот ты, например, чеченец, у тебя там свое какое-то приветствие, да, декваюла, машвол, туда-сюда. Вместо этого это надо убрать, и надо сделать здрасте, добрый день и так далее. То это не работает, это берется во штыки, и с этим боролись чеченцы. То есть, чтобы не утратить свою культуру, это воспринималось во штыки, и оно работало в благоприятном для нас русле. Но вот что произошло, сегодня это по-другому. Может, в прошлом это тоже где-то использовался этот прием. Но сегодня этот прием, его освоили и по-другому его используют, применяют. Вот это именно на почве религии, когда тебе подменили ценности, и тут в данном случае тебе говорят, убери чеченское свое, да, дедеквил, машвойл, машойл, шухуечу, наши какие-то культурные вот эти сложившиеся уклад приветствия и так далее. И тебе тут вдруг говорят, не это убери, а сделай здрасте, до свидания и так далее, как у русских, а вот убери это, а вот здесь, видишь, есть божественное, более ценное, и это не русское, это от Бога. Вот как тебе предписывает Священное Писание, то тебе надо сказать «Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату». И это самое такое сильное приветствие, у тебя я не знаю, крылья появятся, у тебя над тобой, появится вообще свет, исходящий с неба, все во всем мире воцарится мир и справедливость и так далее, и это тебе плюс предписано Богом, и ты вот в рай попадешь, если будешь вот этому следовать. И в таком случае это сработало. То есть вот таким образом от культурного, от своего наследия, от своего самобыта потихоньку отводят и закидывают тебя в другое русло, где ты утрачиваешь потихоньку культуру. И как мы знаем, мы это часто в чатах говорим здесь, это начинается под одним соусом, в итоге это полностью ассимилирует нас. Просто вот как этот механизм более жизнеспособен в нашей среде, как он сработал у русских вот на сегодняшний день. Отсюда и вот эти 1500 мечетей, вот это потихоньку полностью пропаганда вот этого всего и так далее. Доходишь микрофон. Вистралуш выкатя. Ваца, я зачитаю следующий вопрос. Это самый часто задаваемый вопрос, и звучит он так. Вы атеисты? Я думаю, на этот вопрос нужен психиатр. Да, действительно. Машвол, действительно, этот вопрос к психиатру.
Действительно, часто задаваемый и 100 раз отвечали на этот вопрос. Я думаю, вопрошающим интересно не то, что в душе каждого партийца, но в целом в направлении, какое у нас отношение к религии там, и так далее. Вот в целом очень жоптал дизалхиц у нас. Вообще-то, вот, да, хазим развернуто объяснить, и тем и атеист в государстве, верующий в государстве, религия в государстве, хульш был пайда, вообще шай образ жизни и отвортек, и жим разъяснить. Например, я живу в Европе, здесь и атеисты, и верующие, и агностики, ну, все мусульмане, христиане. Ну, в целом здесь относительно порядок. Сун бывший атеист был, но вышли еще вопрос, чем был интересоваться нас, вопрос сундели. Хинти атеист хельчи, вот эш нахамет атеист, тегуатен дела уоч, и дела теш уоч, шен угда еще штагу. Нет, иштати атеиста, ши уоцена философии киек, ши образование закет, что натягивал атеист, он ши билен бух был, ши этики, категорический императив киек, ну, европейский философии, но билен бух был. Муха, чем руководствуется атеист? Хайроли, да, он цевует, нах он цебой, порядочный текст, хидавах, ой, он тхуцен, лишь вах, он лойз. Атеиста, ша, цахом дечхена, ша и хум дичи, примерно елхам вархам дешду, цахом ша бархал дa'ватен, ша офюка и хум да, ша и хум дечхена, халха елхам дешдол дел, ша ат дешду и хацуни, ша вархал юка дa'вата, и солчо, хи ати ду и хацуни. Ю иш бог вотеса, хен и далуш долгума, юха по отношению к себе самому, хокун отношение, по отношению к нему, юхечу дирду и хацун, шек и лалур даца, просто и порядок вия, юка звено цахлуцина, и ца до шолуга, через образование, киек, короче, воспитание, культуру, вот это чудульчду, так, цунхульчел выгод, порядком, придерживаться, здесь хульчел выгод. Так он придерживается 1 раз, 2 раза, 3 раза, и хозди от приотства придерживается порядок тех голосов, что те элечи, так уже тут и давело, хитцац шалиленек духур дубокш, он уже входит в зависимость от порядка. Так, халглер вайдак богешен заядлый коммунисту, так, минадин губош, айдл хиз лечи, гуан амел век хиц вечи, хитцац, что нахилак, уж баккала шалилоч, теш, шалилоч, он дань, даел нахбуш. Если отдает человек, то же самое применимо и к религиозникам. Так, цери, иттоз юкалаца далоч, руз динах самтаг, иттоз дин дол, хинц юкадало, это дац, ал соши хирук дитин уру, юхчи докул, хилчи, цикцавах баан, хилчи, от рузбни. Вот иш тига действовать яшли. Сундели, от атеистша, иш пачалка хилчи, иш айдл дуо хош порядок, ю хош нахан коч, юх саделе, вац, аз мила уру бошли, оснах бацш. Но иш бол чарна, тюрмыш юцер. Так, иш две кюгалеца вагайта, шайцац защитный механизм, что диктатур, алцаялайт кицахил, и халвол шагваваки. Так, шолуга просто дейлах тиеш нахбу. Религиозный бац, дейлах тиеш. И атеист совестью шей, так что? Совестью руководствуется. Так, и без религии дейлах тиеш пол нахбу, и цери тоже совесть у них. Просто от совесть трех лахца силы ух цер. Эта сила их обращает все время перед каждым поступком к этой совести.
Так, ахархум дешхена, вот хай ихбехки хажла бухш. Вот шай чуахил и сила юете, от совесть доголячил. Тюнца шай секрет шуйцар, так, шай надежд шуйцар, қиду, ну ишь аш буш. Вообще цанни хума вредный нахватишь. Без религии делать тешь бун. От религии делать тешь нахбу. Ну шайца от религии делается отношения, на шай взгляд, что внутри религии. Так, дица сон хок религию, хар нормально цахит, хар нормально хит, хокар хук дица асардида, сардиду. И тоже более-менее нормально. Так, коло группу верующие, короче, молну хаэлла, суэллак дадиез ох, из вожбу. Так, и самые опасные группы. Молну хаэлла бохш, от молна тяхитин блил шполнах, уж на самом деле от молну бохш, ты где шпац, уж на самом деле с первой яйценел, и это из те группери, турма чахая, от хуоцена диктатор шхилхалая, галвалак турмачу улш в Европе. Так, уж цара диктатор сахилает, и ег механизм шаегин кюгалеца бохойч, кузалах тош бол. Уж цайолш почалшка, до уровня диктатора халабан, и атиш буя безбожник. Дичи цанне хуман халка жоптал диш батшаш бохш бол. Цар снабжат пеш, цар киштан ахчат я ош лиелош болш, молныша, элек цада ищац бохш лиелош бол, бусун нахуя, уж был самый опасный. Так что и Бог вот из хатевичи, вы постоянно и последний группят az диктатор, шен лучше кисла ахча талаш, о борчен тиедал, шу о борчен тиедал, шу лайха ищац, о бог цадя шу ищац, о бог цада жужа ти урду ара херду дой урду кварту что урду борш, ацаню каха бог бален нахтуе. Вы дал хар бах хар да хар туол урду, дал ваш бах ваш да вы туол урду, борш 30 лет. Вроде царь бог штях, царь бог, где что дал дишь, лука хумш долш. Так, солтай абди хунадинок богш, и нахчи церш юкардайол, абду хунад, абду минадинок богш, и церш хитин. Тадвол штуэ, ну церь логика, царь дюч, что хуман царь тводел хилдиеш второй лук, ну и тводел дац. Азмегак телх дох штуэ лук. Так, в такой ситуации общица в партии юка сенгуштол от религии йол отношения. Дерас хорана декчва делу ватсахасун. Так, верующие, неверующие, атеисты, матеисты, алацахасун. Мы надеющиеся, что на этих мул, на этих людей есть Бог. Короче, остадя дездокас. Тересхов. Çoğadaki erler, hazır erler. Resul. Dikeyler, çoğu dikeyler. Яблочко. Кто-нибудь хочет добавить еще что-нибудь? Просто коротко добавлю, и атеисту делать Бог. Он не опасен тем, что мы знаем, что у него. А вот атеист, верующий Бог, вот он не выяснит, что он манипулятор, подводит а выяснит долгодаться. То есть в данном случае это самый психиатр, мало меньше всего тешбех ожидает Бог на буквиш. Дальше они честны. А вот те, кто атеисты, но утверждают, что они верующие, уж был самый опасный. Тесла, als morgen stärlet шубох шел диктатор уя, нахшаш молн шкладуга мыч, на самом деле акценты холляч диктатор, через мул диктатор ладуш махулиш. Инстаграм пример юхвайн, Владимир Шухой молн что холляч. Так ца арабский диктатору, так верующий, هناك نكشن حلقة هوتنش مولني لدوش ما بس مولشة تناسبي شاتين هرديت ديس هرديت تديس هرديت مك هرديت سمك الله شيء تام ميتديش كراي وصحابي قمل ديش مويس так ишт хаберс сани хех на самом деле
полоцена, самый опасный бяш. И без вопросов, молодь продул в полнах. Угур самый опасный хулф ванюка. Да, я согласен. Религию надо... Я эту дорос дот психиатр. Вы цабл моланш, цакузабл моланш, яляч. Путин убог. Дерук хорус бандина. От нохчич вадол мелдол межди хорус бандина. Лубянкир хадаш кият дук. От кият я дегбе дади шишоч межчва. Поэтому надо религию отделить от государства. И вот это вот понятие религия опиум для народа, его можно с двух сторон рассматривать. С одной стороны, с вот этим вот понятием можно пробуждать общество, объясняя им, что религия – это опиум для народа. И народ, который в диктаторской системе, им управляют посредством религии. Ну, еще есть другое понимание вот этого слова религия, опиум для народа. Это с точки зрения самих диктаторов, самих преступников, с их точки зрения. То есть это для них хороший инструмент управлять вот этим народом, вот этим обществом. Ибрем, ты дам благодарясь, да где анчо, об этом сегодня думал как раз. Есть в исламе вот такое проявление. Исламские ученые, мы это много раз слышали, когда у них не хватает, не бывает вопросов на определенные, ответ на определенные вопросы, они ссылаются на каких-то исламских ученых. То есть это вот своего рода такое проявление авторитаризма в этом политическом исламе, в этом государственной системе политического ислама, авторитаризме. Да? То есть это ориентация на авторитеты. Видишь? Чисто вот такой авторитет. Типа, что говорят авторитетные мыслители. И Богу был такой случай в Египте, это в 91 году. Это пример вот, да, вот проявления этого авторитаризма в государстве. Это пример Ялашусу. Это был муфти в то время, был в Египте муфти, муфти Египта. И вся страна в 91 году ждала от него ответа. Можно покупать ценные бумаги, там инвестиционные сертификаты. И они в то время, они уже были готовы, то есть выпуску на рынок. Но все ждали ответа от этого муфти. Можно их покупать или нельзя согласно исламу. Видишь? Самое вот юмористическое в этом истории то, что в свою очередь этот муфти Египта ждал, он в принципе сам не мог дать этому ответ, он в свою очередь ждал от Академии исламских исследований при университете Аль-Азхар, он в свою очередь ждал от них ответа. Но как-то этому муфти Египта не повезло, что в тот момент в этом университете были свои какие-то внутренние разборки, они ему не ответили на этот запрос, и, в принципе, муфти уже не мог дальше тянуть с этим ответом к своему народу. Тот просто взял и решил, что можно покупать, и там минут за 30 это народ Египта все это скупил одним словом. Вот такое устройство государства, вот эти деятели сегодняшние, которые, я лично считаю, что все погубленные наши души, наших братьев, сестер, отцов, матерей, детей, каждая смерть на совести Идигова, Яндарбиева, Закаева и всех других сегодняшних деятелей, которые сегодня
нагло, бессовестно снова нас втолкает в этот мракобесие в виде политического ислама. И у нас будет вот такая же ситуация будет в нашей стране, когда так называемые наши исламские мыслители должны будут ждать ответа от каких-то арабских тоже, в свою очередь, университетов. Короче, мы будем зависеть от этого арабского мира, и даже если будем иметь свое государство независимое. Если каждый вы должен для себя дать ответ. Хочет он в таком государстве жить или не хочет? Свели Барков. Biz Шуй Пацан. Бесликер Шамасера. Я, кстати, все пропустила. Все практически. Начало минут 15 посмотрела. Очень интересно все начиналось. Но я не смогла вас слушать. Я была в группе, но мне пришлось поставить на бесшумный свой компьютер. И вот так вот я и все прослушала. Так. Мика, ты сможешь завтра нас в Ютубе послушать. Да, я надеюсь, что вы выложите запись в интернет или куда там, да. Поэтому я сейчас даже вот чуть-чуть вот эти последние 5 минут я слушаю, я не в теме. Я вопросы, которые хотела задать, все позабыла. В общем, как-то так. Я лышу. Я зачитаю тогда следующий вопрос. Приветствую всех. Есть ли мысли, почему наша молодежь так сильно подсела на иглу радикализма? Можно я скажу по этому вопросу? Мне кажется, это, во-первых, то, что это было намеренно, да, у нас раскручено, вот радикализм и с этой литературой между войнами, которые нас там пачками в нашу республику заводились, да. И, во-вторых, мне кажется, это такой побег от реальности. Это, по-моему, не только с нами случилось, когда вот люди, народ прошел через тяжелое время, когда очень много людей погибло, и, то есть на выходе осталось такое большое количество необразованных людей, которые не могут уже снова обустроиться в жизни, в обществе, и которым даже без какого-то сильного верования в то, что с ним произошло, оно будет, это временно, и там где-то на том свете есть более лучшее место, где все снова соединятся. Вот без веры, без сильной веры такой, этим людям и психически сложно было со всеми этими травмами справляться. И это не только нашей молодежь коснулось, это у нас много взрослых, которые именно сами своих детей подсадили на это именно с детства. Боязнь тоже сделать что-то неправильно. Они уже, эти родители сами были подсажены. Вот такой массовый радикализм, он, вот с одной стороны, вызван специально, нас туда толкнули, с другой стороны, у нас он так, уже почва была подготовлена, народ, который прошел через тяжелые времена, которому нужна была какая-то, скажем так, какое-то объяснение происходящего. И всегда и опиум для народа был, да, и точно, подходящий альм, то есть. Действительно, опиум нужен этому народу, чтобы успокоиться, понять, начать воспринимать данность не как последняя реальность, то есть своя жизнь, где у него там столько родственников погибло, через целый ад, который прошли, и все его окружающие, ему она уже не так интересна. Он начинает строить себе пирамиду в другом, уже последующем миру. И он полностью начинает у него все как белка, которая запасается на зиму, он начинает полностью все туда запасать. На эту жизнь он уже и не рассчитывает, ему она и не интересна. И религия именно в данном случае, он идеальный опиум,
человеку дает надежду, говорит, там у тебя будет все нормально. И еще в религии, в этих кругах религиозных тебе стать на уровне другого не так сложно. То есть, как бы мы это как бы грубо это не звучало, в мире существует конкуренция. С детства, если ты там, не сильный, не способный, если ты не отучился, хорошее образование не получил, все такое, ты уже начинаешь где-то, тебе очень сильно надо локтями толкаться и закрепляться в обществе. То есть общество – это жизненно в целом сложная штука. А когда человек пришел, у него не до учебы, не до всего этого, у него ничего нет, он вырастает, ему там, ближе к 30, там, 25, ему он понимает, что у него ни образования, ничего нету. И в обществе он занимает какую-то более-менее низкую ступень, его это очень сильно психически давит. И религия предлагает ему очень легкий выход из ситуации. Она ему говорит, вот ты если вот сильно ударишься в религию, перед Всевышним все эти их кафирские учения, все вот эти заслуги, это ничего не имеет значения. Главное быть перед Всевышним чистым, и все, ты сразу на пьедестал поднимаешься. Там в обществе человек быстро поднимается. Это тоже очень многих туда подталкивает. В общем, я мысль потерял, но, по-моему, в основном я ответил, сказал, что хотел сказать. Низба. Я бы добавила тоже. Человек, когда не может осознать несправедливость, которая его постигла, он находит в себе просто отдушину. И это самое удобное, это религия. Он сразу находит Елсманя, Данислу душа, Декарахиду, Важахиду, Оли, Шашин успокоится, доцу. Психика, это же тоже бесконечно гумаяция, она тоже не может выдержать больше, чем на нее положат, чем она может выдержать. И вот это вот как какой-то выход из создавшейся ситуации. Люди этим пользуются. Есть люди, которые этим пользуются, которые на этом наживаются, за счет этого сразу набирают какие-то очки, устраиваются в жизни каким-то, не знаю, манипулируют людьми. Вот эти манипуляторы, вот ишбу самое опасное больше. Эти манипуляторы заставляют людей отвлечься от всего от всей ущемленности своей. Они говорят, и ладодес, а вот почему-то власть имущие могут все иметь, им позволено, им достаток в этой жизни, им позволено все в этой жизни, а вот власть неимущий и нищий должен терпеть и ждать, что это он когда-то получит. Страшную манипуляцию, Адам Диалатошик. Вот, я не знаю, и обычно рылкш дючвек, рылк лилош цахоль, цавик и дючхоль, цавик и лилошоль. Един дюч берше и лилош цахоль, един нахан хюрш нахуда диез амошхоль, и на этом наживаться дешхоль. А простой смертный, он просто в душе понимает, дейхал мушук олис, шаши успокоитель лот свой, и я царь, может быть, было бы и хуже. Не знаю, очень сложные вопросы. Казиник Бошца, музыканту и поэту, и цаву, короче, наверное, многие его знают. У него есть стихи такие, руками вырываясь из оков, ногами попадать в капканы. И русские оковщур, мы попали в оковы вот этого радикализма.
И нам его завозят, и нам его дают и на завтрак, и на обед, на ужин, говоря нам, что это религия. На самом-то деле, религия моя, всякие террористические религиозные организации, шуйте внутренне уставшего наш. Харахилдис, и каждого они свои, и воши совпадать, они все во вражде друг с другом, но вот нам почему-то заносит и то, и другое, и пятое, и в этом разобраться нормальному, здоровому человеку очень, очень сложно. Цахал ситуация духовная на самом-то деле. إلا مش بيهرتي ورج إشتا محيق صحيح مش بيشبه نخبوي إيش вообще опасно сон. Таюр Табар Самол, он был такой тихий, такой осмысленный, чем вопрос, что думать дойч, что халца двусмысленно, حقيقة الوجه آخر حيك حيك домыслить дает. Ответ лорцу, потому что по-настоящему Дешин Молвой, он всегда боится сказать что-нибудь не так. А эти кричат, прям кричат, Далу и Бог, Бог. Это очень опасные люди. Дик до дал Иногда, когда мужчины в Междикча навзрыд плачут, я думаю, ничего себе, наверное, много чего натворили. Дейл Дакчуавол Саган, он всегда в ладу со своей совестью, Дейл Ахар Хазамдаса, Сардидаса соли, лишний раз, Эшпшбота, я Хохсан Тешен Цанхумана, обещадина, и коучса, да, я нап остал еще, нап остал, цадат цавяшвал по-настоящему Дейлах Куюшосак. Пока все у меня. Ватсон. Идеальный мулла, это, знаешь, тот, который скажет тебе, вот ты сам попробуй напрячь мозги. Понимаешь, вот это идеальный мулла. Хотя бы один бы вот эти вот Сосетлинский, Костекс, хотя бы раз вот так ответили бы на их вот эти бредовые вопросы людей, то тогда люди начали бы думать. Вот такой мулла идеальный. Я хотел вот такую тему. Не бывает. Это как в физике идеальный газ, несуществующая вещь, я думаю. Я бы хотел бы вот последнее время слышу такое утверждение от наших розовых ванильных шариатчиков, что США, Соединенные Штаты Америки, тут, кстати, есть люди из Соединенных Штатов, вот можно было бы их тоже послушать, что США якобы это религиозное государство, полностью на религии построенное. Вот насколько это утверждение соответствует действительности, и допустим, что США это религиозное государство, чем оно тогда, это религиозное государство, отличается от религиозного государства, которое хотят у нас построить? Вот такой вопрос. США и еще Израиль в пример приводят, вот именно я про ванильных шариатчиков говорю, хотя, казалось бы, зачем они приводят, да, вот эти вот кафирские государства. Вот такой вопрос, я думаю, Тойзен, Тесла, ну, еще много кто смог бы на него ответить. Можно насчет Израиля высказать? Это ты самоушен. Насколько я знаю, согласно там их религиозным идеологиям, то вот этот Израиль, он вообще не имеет права на существование. Их религиозные деятели, наоборот, выходят, сжигают флаги Израиля, что оно, короче, как бы по их религии, по их убеждениям, как государство не должно существовать, там, в поддержку палестинцев выходят. И часто государство там, когда у них не санкционированы какие-то вот эти акции бывают, тем более вот на фоне недавно вот это совершенного теракта насильниками-хамасовцами, когда начали выходить вот эти деятели и в поддержку Хамаса какие-то несанкционированные акции проводить, то их государство очень жестко пресекало. Я не думаю, что США религиозное государство. Точно Хасан Йоти.
Одалом, да, халичи, но и тигаста сект, шей цац уолца, на религиозный цац течение шютика. Ну, соцсеть даются с наблюдателем. Соцсеть хайна. Ну, адам вообще терлу штатак. Хора цашешенек хаяк херч, хора ца ну масса молнш бор царал докумадат и как-то уж соумел болу нех юхмет калюшер. Так гона долшады ну голдолш, так душно становилось все время. Так низам тодалар меттен голдолш, так я бек надар кидек шадек мелдек соудалар доцак текичун да сахсон. И более того, допустим, 50 на 60 масери участок шела, со соседа 50 метров, 50 сантиметров, и от сулер, а сайник 40 метров, 49 метров, 50 сантиметров, сайник юбахцу, короче. Масери айохшу, а со соседник на 50 сови, сайник на 50 кезигу. Короче, сунчу волшук доза. Тюнс дönüşte, киечунс дönüşte. Вообще, сахайрвалу, алла уже сайн уже карвалла, а вы анасы за границей. Кузаца американцы өзінсу. Yok tünца шиламп, ца уолцанах, бедахунг, навес. Цукела, ца шиламп юльшусо, ца заслоном шиламп этих. Асбаха свет хермая, шайл свет пьентал, даешь мы, зачем тебе такие лампы вообще? Сахаз рассеян свет, лампу цаюется. Цункерта, да, еще метров 10 диаца, дом дуцин лул хочен. Суабах шахока лампла, табюсин, соседен курья, что наукало хермаю, ороза шторш ва изу езерюцин, ша ламп меллатью. Лучше, когда Уотсон книги ешхенас и Уотсон брала творюша, а вишти харту ощущен. Жим силхи чанту ощущен. Просто ада нерцо атеистуонис. Атеистушаны. И американец. Ада нерцо, дела ада нерцо, хулля хиллагая, от молни дукалая, так и шавек, и самое главное, цахамду, и садозунт эвал гершвал салул хочин, садов дальчи, цунтаро совью и балхаву алла цунте молн шуйтур больше. И цанне дас харц уэрдос положение яц, шавек цунте утурос положение. Теца хуата, ну хок арлун хуатия алла, ну что со успокоит его рука гора. А хока курте дал жаутуан куир швац и так. Так, я шахал клам куир швац. Ну, просто соседа наукало целяксо. Просто ада нерхсо. Юха цулте хаца шизу диален да се бог беча хашт халца нахче шизу. Юх цигах, короче, туркоша, та материал да ехена, со бусул бубош туркош, как раз мархи бус. Очень зучо бахсу. Австрич, что дик нахбар, бусул балар. Азбац عشان نخشي يؤسفك أصبح بوصل بالعاري وش خير ما باتر إشتك بوصل ناديك بالعاري ويقوز أخير ما داتر وبشي أستوركوشو أي خاوين كي نوتوين أش بولشن خوردوك تاري ريخنوك بيز ريخنوك ماتيريال حيازيسون короче ريخنوك تحكين كين تويق تحسا والحدل دي يشتو أخش دايسا короче تشيك تح تار شايت نواري أقرام Отцуару я ставен обусул бубош нах салам алейкум бош со иехавен даохону буха цяшим уяш вообще хайр валир. Валлах валир. И динахае молнехае уж соубачи толуш мадаци олквайн даг мадохца нахчи цершел шхалахлерос коммунистический эдлу амайн школа преподаватель шкибеш ца можош я церцер каен камельшта церцер кида церхазмегак пойде больше. Так, шегер вадил хумадош нахбарыш, и штабы 60-ник, 70-ник, штабы хинз, кор урме абду такой цершхыч нахбу, уж баж мелбаш галдолш, дукрем. Вот от хуман связь нахан гуш сахычи, и чё ты щел положение веек. Керадол халлая, так и халхис лушхенах, гуахил был хица мы, от юкайл связь яцик, от и нитки, и дай на войнех. Så svärzi väl kamal det skena jag besnätte det sjukhåren. Väl så. Again, далее.
تانهم نختيش هو حيرو علي عادي нервов что нختيش то владеешь ты собой, так что не обманешь нас. Но цвета алхерухова, там что номадо, дихумадо нахлево что там американец уйдет. إنزري دقيون سياتر إنتاق يوروبيا أشبل ناخ частный ценошка أشبل ناخ مسناوي دولشا قوش دقوين و гурьёқёлчун та гуалел халёлшта деревянный калит шхолоқер تاتبولشي روما خلت أول أتكريت أود إن شيء قزا زابا دي مسنا قشلو أويت أدق بوصوبدو بوش وي لا جدي أواشش до такой степени бусолбдо ويت почти каждый чиноль ترماش قوانا ينو كيرتش جنيون تاو قليقي إكيرتشين أشلقوي ووشي قرنقي شواسا دوش Assalamu alaikum, Mr. Kulsh. وعليكم السلام شلون؟ Deler maš, mogu Visto, šaišu. dica, visto la sua patina. Špurblam, heror. Haneksan din خاطر patina, visto la sua, visto وقتها مديرة رج كادوشت الخاطر بيتوي. Ну, сайнеш, сагаттар, хоттарам, дарасышты, бусул дин, дats Ибраим. Во всем виноват бусул дин. Инс примерицу ялинил. تيران هاتيم اختقي التون صوبدين خاطر سألي تا Ибраим, صوبدو. تاغن формат темы вопрос иду. Так, по этим вопросам действовали что? Так, суат, так. Не, от ебок, да, ценс, дымнул хаттар дуй из-за радикализировать беш волны обуй, цер еш бы Израиле, Америки на основе религии, короче, хватин, пача алк шуку динэ чваса, хунэрина гюбоша. Нах гала бьюш типа царь на основе религии хватит, ну, и, значит, халифат хватит, есть бог, что заблуждение, бегаешь, там, умношно. По этой теме вопрос был. И чун и багду я дать, что хатер дер. Ну, ладу юрас, ну, Америки, насчет Америки, чуамалар религиозные яцерис, скорее всего. Просто пример, сейчас я лошел, это пример, это на собственном опыте, всякие тадол, тадит, идит, ну, удусон, дох, дит, дуй, лардат, барлы, туаш, дат, суде, нис, одюк, адуй, так, это, жолу, шурса, ахсалуху, эту аур, вок, так зуда духаши, ентиш, нас был, шериц, лохш. تعتبرش باش تسول وشو إلك ديت عدو تردات راح عند الله توشين سؤال ديت عدي تنقص من نوع العادات сбогом مش تديك пример شوي صح يوت شتي я понимаю общий вопрос والله ديكلوش مباحث شو مصو ديكلوش وده شوي صح عنده صنوخ شيدو مش داخشي مات داخشي تعقل ديش لو الله يتسون примерш дуку дикнаш на собственном суалах моментш инзари духермою как насчет молли хатер например молли вопрос хырдер чисто дота
проблема отлучил по мусульманскому направлению. Вот это только вопрос. Вот что в государственном, муниципальном образе я лулкула. Сумца ой ночи мою ой адач мадуй любым решать да европейский цагалчи байсом европейский наук. Тирен, куча, ханохчал дүйч вопрос, мадайтер, куча на основе Пример религии. шиатер не алош, пример байсом. Ну, أحيانا примеры ديتا خلات ديتا أحو نقش خلري تر از غلا خلات اشتم لي نقش استجت إيش هي Ибраим, Тиран, ага, просто ночи внутренний бытовой случай, от этого. А цундел олап, что бусулдин, и убех кидут я, и удина тия оли. Свободи, хвали так. Бытовой случай, что церковь يجر بعنا سون موجو absolutно وي حبيق الموقت أكوباتيت أتومش تعبال بات بالعاري أغلبالنا وين تعليش دول حولة دستور درع تحقية الورع سون دي لا حبال بات تماشون تو أكوباتيت دي أكوباتيت سون ديل أغلبالنا ومش كحيش أتدين وهو دين وين بوش عشوا إيدو إسقيوم مداتسو وغوم ألتوالو نو حقيقة سون إشتغو. Можно я добавлю коротко ответ на вопрос, и Тиран Бога тоже чего вот эти вещи утверждаются, Америка тоже религиозное государство, Германия религиозное государство, их утверждают те люди, которые хотят во главу государства у нас поставить религию, чтобы все законы были основаны на религии. Просто как отвод называть еще и раньше. Тут большой подвох в чем, что Америка никогда не, скажем так, казнит людей или не сжигает на кострах, как это было там в Средневековье, когда все законы, Божьим законам будут следовать больше, когда они из Библии выводили такие, скажем так, жестокие, выводы делали какие-то религиозные деятели и убивали людей, действительно. Выраступнику и богохульнику и больше. Нахбой царь. И после этого у них произошел целый процесс просвещения в Европе. После этого у них история стала, что они христиане, конечно, большинство населения у них христиане, я не знаю, я статистику актуально не знаю, но они не строят свои государственные законы на религии. У них это как, скажем так, как историческая память осталась. Также это у нас тоже историческая память останется. Но вот этот процесс просвещения, мы его не прошли. Мы хотим, мы хотим снова вот эти люди, которые утверждают вот те и те тоже религиозные государства, они хотят этих религиозных людей, тех же средневековых попов, которые сжигали людей на кострах, хотят привести у нас в наше время к власти. И подвох, и глупость. Религии, Купарки верить, дешь, цедешь, советуешь, цеешь, разные буквы. Главный вопрос государственный закон. Уж мы сам центр ходил, шавик одинаковый, мы центр баку учил. Иду куда был. Религиозные государства, даже если Америка является религиозным государством, или оно было построено как религиозное государство, посмотрите на их законы. Являются ли они, скажем так, основаны на Библии или там на Евангелии, или же все-таки это людьми написанные для себя, для идеального сосуществования написанные законы. Так, этот вопрос сам по себе отпадет. Асайганик и тем хундицер, и свой цабочер, понятие юхца, уолченах. Именно и нах деба беш от молниш хлой кречен хлой цалатач и порядок хульшац
именно хинс дуэлш агор вайцах дa'dахна юрас ал осмолны қиеттам хис турбут ақ сразу шадек үш шашдючах теш шашдючах баша беш үш танис бепчан шадек данис турду. Вот и қиеттам бос бу вайцах нах ас иш дац ал герчворс хузах намного оли ашпунах. Осмилу и камалдин вол и бари диттицнак. Хайц хан бари дитте пример цаялош примерно и сурт мича дикко хайонца очередь латия шелметкуя цигат эхашхо цига хавиан хора шеше метте дахуч вайцахлач очередь гой хаш хацана шахит сохтохт эхаршин шараqa шарах цагажияч дечкияч нахтахитен халахваца цаваш сурт дацах сунцагиняц вайцах кузах мелла даехлач холони очередь любой метте نظام دو خوزا ادم ووش دیش حلق حاوی انک حلق دقت شاویچ حلق دقت ویزی خا خوزا وایز لوچ احسن سیازی هنا دنگوی لوش وی هردی وجدی وت ایدات خوزا دقه حقا ملق گرتا حل یرچ قداس وقتی اخمیتر لقیوش شرکتا بالخوجن آشبو چو قوقش بو تی قوقش بو حاش و دا و так сосо нех чахцат белхштеш нислоса шей холодильник с распоряжение хокчо харюн оли хало царсвик так шей кофе машина киек хара юн оли и хаш да киек вот твой цахдерник именно от свой цахдоч хол чахи ой каргдел тактанис лдуе ох бох чудолх хал хиллак да доч халте дел дуе хинс وقي دادخشي توا ورقي هما يات نو مدنو كباي اقوزح قينك دو إذا قاتشو غير شورس والله شو Вистал Магадуида. Хаттар штуйцигат. Хаттар дат. Ну так что нагал. Ашальчен сахабар дюал камал даш мори психиатр Мурат. Вистлан, Тиран. Вистлан. 5 секунд волон. Из очередь шейх, конечно, окам дух проблем шарю, инзари проблем шо. А судить дючу, или хохой хайдоз дючу, из бытовых абсолютно разница. Китам до Мурат. Айн хитек или он хитек действительно. Цанох шейх герват полностью шемаши волш сунагитра. شي داخل شي ولا يوش يشتعلو داخل وات سون خاخيت رادو استيت سوي قي شدون دا سون جنق يدي تن يجيزن بيا تسيت احدو حدو وشتو غير حالدو تسيت حين خيتك إليها حين خيتك دوت أسا دوت سين خيتك يشتعلو شي هو بروسلو يشتا Čārlis Vermēts un Vistolvēč. Tēmas. Šviesti Vistolvēč, jā, Vistolvēč. Čārlis Vērts Lombi var i hujersa просто и Vistolvēč акурат ердерес нагасан от и нах Абдуллаевич бешвол и пропагандист буй религиозный. Политический ислам, русский международный исламский терроризм, он же русский политический ислам православный. И, наверное, чудовищ, те, кто говорят, что Америка построена там на религиозной идеологии. И если действительно религиозная идеология, то отцул мощно подча халкинцер, вообще долдиненчо. Отчалт, хил, наверное, родишь там, как в роли полицейского там, деятельность выполнять, тешь, кверто ешь, он хуматвуш, ще долдине, как бы технологии, там, развитие, ще долдине, чего создаешь, и как бы там мышцы шмугают, еще мышцы шмугают, короче, одни достижения, что самый цагает место юга Америки и что. Он отцул и на основе христианской какой-то там догмы, идеологии царь ешела, имела действительно отцул чего автоматически перекреститься на душу. Можно я тоже совсем коротко скажу вот по поводу этого тирана, начал халхиет и массу гумнашиш. Совсем, я чуть коротко. Вот эти все примеры
который, психиатр привел пример, там лампочку, он лампу купил не такую яркую. Сюкхач – это все, скорее всего, вопрос культуры человека. К религии это имеет мало отношения. Но влияет ли религия на культуру? Вот именно в тех регионах, где, скажем так, уровень жизни не такой, как, например, в Европе, или все-таки от уровня жизни тоже многое зависит. Люди, которые живут хорошо, у них и как бы нет повода заморачиваться по поводу там лампы, что вот я сейчас яркую поставлю. Ну, я это к примеру говорю. Или с соседом там из-за каких-то... Они бывают вообще сами у них характер другой. Вот я приехала вот в эту Европу, они другие, они смотрят по-другому. Они как бы хорошо живут. А чем жизнь тяжелее, сюкхач, например, тем больше человек становится религиозным. Он ударяется еще больше в эту религию. Вообще, если даже говорить об этих мусульманских странах, они, как правило, все, за исключением там Катара и там Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, там пару стран, да, которые живут там за счет своей нефти, они все, как правило, это бедные страны. А там, где беднота, там и эмоции больше играют. И как-то все равно люди другие там бывают. Поэтому вопросы культуры тяжело мне признавать в том, что Нохчи не такие культурные в том смысле, или мусульмане не такие культурные, как вот эти вот. Но если вы поедете, например, в эту же не мусульманскую страну, в другую, более такую бедную, да, там, наверное, тоже такая же ситуация, как и в Чечне, и в других мусульманских странах. Не знаю, смогла ли я объяснить, но я считаю, что это больше вопрос культуры. В религии это имеет мало отношения. Все равно сюкхач. Mika šaš yukarıda bolan nah volşe tırlurbat массо гуман нах амош цан и культура так взаимоотношения человек прививать я шушаш бог корц ин шиша олш молн швоц бац харим аса от бидна так есть на тех урдари vai ушмабай сундели алошус именно и пример вроде соберч vai солдал диештари олк но я помню уже шоло дючдос халха и молниш духа бахчхайна. Адам оуше дейшдар, адам оуше горизонтальные отношения, мискшные оуше юкайл отношения, хазмега дикер, то бали цулхалха хилил хейн шюцас. Хинци все это пропало. Така хора лакарчун улерхил герчу. Така оуше вещь так бац. Так цантя бог беш молниш бу. На каждого гражданского поэтому. Така үш батчах просто адам шиячуах шиякиятам образование кия кузасан. Така куйкис. От культуры зависит, а чисто он хока и ца оцик и тай пример ждука геноцар ца ярсялин. Валыш. Еще адмалхлар до них, адмалцагалча. Вот дело в том, что именно и Адмал Халар психиатр, и да, шаде культура, Адмал человечность, взаимопонимание, взаимоуважение, венохчи, да, эмахил мадуи. Ну, мы через что прошли, через какие войны прошли, трагедии прошли, проблемы, что яхка махалива, это ситуация, что вы вырванность, да, что действительно нохчил, да, цаца, смотрю, адуется, что шейца партия, направление хрюну и цаху шук масулисна. Оше собор дела. Юга хатакиятон бехбел хундет, вайхучва нохчалдет, ведь тут стоит вопрос религиозных идеологий, понимаешь, когда ты с точки зрения с позиции религиозных идеологий пытаешься это насадить на все население. То есть хайкиятам, хатакиятам, буй хай хамолли. إشهاد القوم أن أعتدي الغيرته هو
в средние века султа в Европе хиллаг ишаил крестовый поход, шитаган ишаил арабский мусульманский мир из этой оперы дуишадек. Когда разделили государство и религию, вот с этого места уже началась потихоньку процветать цивилизация. И там ангушал, дючал, с Европы, и Америки, адек хуйли, киечена хуйлис. Ишт и прорыв тягал аюлелю. Ночи тут, а ты как будто бы говоришь, что это ночи войдуи, ночи культуры. Причем здесь ночи культуры, а религиозные, идеологические. Хотя ночи лу, хуйк вокстак, хочу чалгать ба, а религиозные, идеологии, ну, انتون حتى وين اسمه حلوة حخير هو يترماتون هون وين حشو وين نخشل مليل دي حل مغات وقتشون سوسن وين خل حلت سواش إلش أحبت شجتو ودوتن فو ديلنا ألتهولون كده تبى في قادة عبد القدوس وهب وانت بجوريت بسم الله брат Рама пророк алейхиссалату вассалам сказал, что гнадинок ему не вставали. Кто встанет, этот бид'ат делает, кто бид'ат делает, это маленький ширк, это куфр. Ты, короче, с Богом, самый большой грех, там, наравне с Богом, объявляешь себя сотоварищей. Это нельзя. И все, ты тогда идешь, следуешь, и идеологишь. Они ночь говорил, наоборот, а ты почему-то пытаешься. Либо ты не понимаешь одно из двух мадуи, либо ты не понимаешь кучу адуицуг, либо ты пытаешься с ног на голову все поставить. Бяхмудала. إبراهيم هل تقيتش واتلش سوتاتيش إس سمنينيو جمواتيز أزت نو إن تقيتش والله إز سو ديك ويلي يزر الخيط سون قشوا واتسا سونيس الدين هون دوت دائما تو دينتيا وين أولق تو اشتحادق تيرانس تيران وي تنتري عينيو رستريلش هو بحندلش ينير أتون ويلينيا وي نوغش داغستاني هو بحندلش بانبر بريچين هوير يرستريلش ير او داغستاني بار وي نوغش سيري بغر هو بريچينير وي نوغش إمارات كوكاز دقايقير هو بريچينير تار دنيان توام قيقبر هو بريچينير فرانسيا كوارت باقر هو بريچينير اتهمش ويلي يسي حقيت شوية صح ويلي انو قيتش اشتاتلي направлено ديش ولات Ночи растешь кабел, хашейтнеш дай вез, хашейтнеш ту бош. Ночи шнду халболер, хупричинер. Бэга? داك يقول يا شا دق رелигию تجا причин شا يق نخشلن تجا потому что нохчалу отцу бьёхумниш дирма да те дина да Мурат Ибрахим звистал на городах. Сокета дючон прекрасно кьецо. Дело в том, что и дух остается изначально, из чего хилду сокет, может это идеология, цены, религии, проблем, шинюй. Но с Бога простые насущные вопросы, например, бусул дин хахал, сам мечты строить дело, что он, я просто этого действительно не понимаю, почему надо его уничтожить, чтобы построить другое. Иран, юга алайтансиок, халки молнш бачхена и проблем жьяцервей. Халка вуоцинах школа, институт криек, сан школа, ит прит дикник хрехта вуоцина. Яцер и хинци, и молнш соубело, и хум соудело, цутева гер шусо, аз нахчи баца бах, адмш даца бах, кица бах. От свой нахчих, хичо адмш дошаш бох, сантя карюкш бох, наха, и культура криек цан прививать дештол хумш, сажим хич ава прививать дина, вообще церьёс шулюхмет галякен бахас. Это очевидно, а мелчо отрицательный. Халх леник яцис. И халх ленш нахчибар.
Халасан Да, бистаинти навчи борч. признаю. Да, да, смазабас. Юхкица хума дукуза Октиранс, почему Бусулдин Дахундах въездво? Шуй Октиран. Бусулдин, как будто бы хуйста, Бусулдин дадуахкшсан, и Тиранс и цадуахкичсан. Ишт сахум дух. Отсунах. Ибрем, да, إذا خرجت الهمدو هندالشة هقوز любой ахаец пачалки религия государство отделительно любой государство хаете Европе амасна и бусулден илу чош я бусулден али илу шмат цан мадас бусулден бог ста хунда он со европейские государства Bo nohče čur šeit ne šluhoš boš. Boj švolna boj преследовать беш. Аесташ 1500 меж дигден. Хунадинак дуй хер дуй лаймаз иш дуй хунадинак иш дуй боша. Тигер полностью тейрне шатях, короче. Тихце бьешь. Без вести терять беш. Тигер халахкин Европе нахбуй. То есть демократические государства, где религия отделена от государства. Тигат ли люич. Тига шеш лэмдля лэмаз дойч шеш лилу шалу религиозно обряч лилуч аш ситуацию цундел религия дайвахш боку чадуич вала хонис ват религия дайвахш долхума кучадуич да просто государство должно быть отделено от религии и не надо никаким нам шайтанов создавать русским никаких нам Ахмад Хаджи не создавать. То есть разделять нас на плохих, хороших и потом лбами сталкивать. Нам не надо это. Абсолютно. Нам нужно просто отделить религию от государства и сделать религию собственным личным делом каждого человека. Хайматоу, хайнлуч, вот тиш, хайнлуч, лэмазди, дерзади, хайнлугди. Просто навязывать события. Ибрахим, можно мне добавить вот этим вот розовым шариатчиком ванильным? Допустим, США религиозное государство, они такие тупые доводы приводят. Вот у них там на долларе написано: уповаем на Бога, президент присягу приносит на Библии. Это вот такой бред, в общем, популистский. Есть страны Центральной Азии: Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, кто еще? Узбекистан. Эти страны, где живет мусульманское население на 90, там, не знаю, 5%. Эти страны, по сути, исламские, да? То есть народы там религиозные, исповедующие ислам. Эти страны, они могут сказать, эти страны религиозные или нет? Если они США называют вообще кафиров, они называют религиозным государством, могут ли они назвать Таджикистан религиозным государством? Кстати, таджики не менее религиозные, чем сегодняшние чеченцы. Таджиков тоже вообще набожная такая нация, они религиозные люди. Но Таджикистан, у них четко прописано в Конституции, что Таджикистан это светское государство. Также все остальные страны Центральной Азии это светские государства. Вот я бы хотел, чтобы Ичкерия была вот такой же, таким, если это религиозно, если они назовут эти страны религиозными государствами, то я бы хотел, чтобы Ичкерия была бы таким же религиозным государством. Я бы хотел бы, если вот в кавычках так выразиться можно, вот я хочу попросить Закаева там и всех остальных, можно, чтобы Ичкерия была таким же религиозным государством, как вот Таджикистан или Узбекистан или Казахстан или Киргизстан. Понимаете? Я бы этого очень сильно хотел бы. Но почему-то Закаеву и им остальным так важно, чтобы вот в Конституции именно было прописано исламское государство. В чем суть? В чем смысл? Зачем? Почему это вот такая принципиальность? Для чего этот максимализм этот тут проявлять? И при этом еще называть там США религиозным государством. Это же бред. Ну хорошо, я говорю, еще раз вопрос повторяю. Если США религиозное государство, является ли это в таком случае Центральная Азия религиозным государством? Если да, то можно и наше чеченское государство таким же будет. И можно, нам тоже можно, пожалуйста, нам разрешите, чтобы мы и тоже были такими же. И никто же там не воюет с религией, никто не говорит религии убрать.
вот это тирану, эти страны, пример. Просто отделили религии от государства, и все. Народ исповедует ислам спокойно, просто, я не знаю, там, выше крыши ислама. Понимаете? Никто с исламом не воюет. Если бы кто-то хотел бы воевать, если бы ЧДП хотела бы воевать с исламом, это самая бесполезная тактика была бы пытаться уничтожить религию. Потому что если ты пытаешься уничтожить, то народ сильнее будет за эту религию держаться. Понимаешь, Тиран? Скорее всего, Закаев хочет уничтожить ислам. Я подозреваю, что Закаев это ярый безбожник, который хочет уничтожить ислам. Потому что то, что он делает, это завтра, я уже 100 раз говорил, это приведет к тому, что чеченский народ отойдет от ислама в массовом просто порядке. Отойдет от ислама, понимаете? А если у нас будет светское государство, как Турция, то у нас будет вечно просто присутствовать ислам в нашей жизни. Вечно будет присутствовать. Если у нас будет светское демократическое государство, где никого не заставляют из-под палки верить. Сегодня Иран, там невозможно провести социологический опрос нормально, объективно, адекватно, но Иран по тем всяким социологическим опросам, которые удается там произвести, Иран уже на 90% молодежь там полностью вышла из ислама. Понимаете? Почему? Потому что они устали от вот этого вот иранского шариата, понимаете? Вот то же самое будущее ждет нас, чеченцев, если этим людям удастся у нас шариат установить. Поэтому я лично больше за ислам переживаю, чем вот эти все бараны, салафиты, хабашиты и вся прочая ересь. Нечисть. Hasta bejas, viss, ko ir savā vecā. Диа. Зачитываю следующий вопрос. Вопрос про лучшие времена. Какие реформы, по вашему мнению, будут необходимы после деоккупации нашей земли? Можно высказаться, пока микрофон есть. Я просто чуть-чуть информировать, да, наше общество. Вот, что у нас не существует в нашем государстве проблемы каких-то, того, что у нас религия в государстве. То есть в нашем законе в 1992 году чеченский народ провел общенациональный конгресс, там выбрал президента, парламент, полностью возгласил государственность государства, принял конституцию. И вот в этой нашей конституции принятой у нас четко прописано в статье 4, что религиозные объединения отделены от государства. И что в 43-й статье, что каждый человек, каждый гражданин имеет право исповедовать любую религию, какую он хочет, либо не исповедовать вообще никакой. То есть у нас никаких реформ по отделению религии от государства, вообще таких проблем у нас не существует. Там существуют какие-то вот эти махинаторы, которые подтасовки совершили, подлог. У них есть свои какие-то конституции, у кого там в кустах написано, у кого там с несуществующим парламент, там людей собранных, каких-то количество людей, там совершенно вот этот вот якобы такая манипуляция, которую вот эти вот незаконно люди какие-то поменяли там в своей голове, в своей конституции, там государственное устройство и так далее. Короче, у нас нету абсолютно никакой проблемы в этом плане того, что нам нужно реформировать и отделять где-то религию от государства. У нас четко это уже в Конституции присутствует. И наша Конституция, она нормальная, может поконкурировать с другими конституциями других государств, там цивилизованных, вполне процветающих и так далее. То есть в этом плане у нас нет никаких проблем.
Вот если говорить там от имени партии, то да, у нас там есть какие-то видения, которые мы, например, и сейчас, ну сейчас это рано, но в дальнейшем там предлагать, там, например, о вообще госустройстве в плане вот этой роли, должности президента в государстве, то есть чтобы максимально лишь парламент являлся законодательным органом, главным, короче, органом, генерирующим все в государстве. Потом у нас есть видение полной прозрачности парламента, то есть каких-то еще внесений там каких-то корректив, если опять-таки совместно с нашим народом. Просто это какое-то видение, к которым в дальнейшем вот стремится там вот это вот, как бы вот наши соратники, именно люди, стоящие на позициях демократии. Вот у нас также есть как бы видение того, что государственный язык у нас должен быть английский и чеченский. То есть вот эта реформа образовательной системы, именно вот, что она должна быть на основе английского. В любом случае, поначалу нам только английский язык, скорее всего, придется использовать, потому что чеченских книг, алгебры, географии, геометрии, физики, всех классов литературы и так далее у нас не существует. И это все надо будет нам аккуратно разрабатывать. Для этого понадобится там какой-то срок, период, энное количество времени. В это время у нас должен быть, то есть у нас образовательная система должна идти дальше. Дело производства у нас должно идти дальше. Государство у нас должно идти дальше, в ногу со временем, должно развиваться. Пока все вот это не будет затачиваться в соответствии с нашим языком, поэтому вот английский язык, он, так как этот язык, на котором там, сегодня держится вся там цивилизация, прогресс, это язык и программирование, это язык и технологии и так далее. То есть нам скакать через какие-то языки, сначала учить эти языки, потом через эти языки, то есть учить языки каких-то народов, которые сами за это Америка изучают, за Америкой, за Англией, там их языки изучают. То есть вот этот вот барьер туда куда-то скакать, он нам вообще абсолютно становится не нужным. То есть у нас становится возможность сразу напрямую изучать английский и владеть им в полной совершенности, как и своим родным языком, которым мы обязаны просто развить до такой степени, да, чтобы он мог конкурировать и с английским, и с любым другим языком мира. То есть полностью его в соответствие привести с существующими нормами. Вот по этим пунктам как бы я выскажусь. Если там у кого-то еще есть какие-то видения там относительно реформ, пожалуйста, микрофон находишь. В общем-то, я тоже скажу пару слов. Но по большому счету считаю, что это преждевременно обсуждать вопросы, такие как пока не будет сформирован, ну, выборы первые парламентские не будет, и пока этот парламент не будет работать над этими законами, то о форме существования, вот нужно будет отстаивать в парламенте в первом вопросы об изменении институтов власти. Вот, например, в кабинете министров существует такое предложение вот, упразднить там какие-то институты, там президентский институт. Вот этот Министерство иностранных дел, ну, если его называть госсекретарем, как в Соединенных Штатах Америки, этот институт, наверное, будет у нас настолько мощным и
ну вот, все международные дела, все это будет. Ну, естественно, перед комитетом, перед парламентом будет отчитываться, но по большому счету так и должно быть, и президент должен отчитываться, не только там кабинет министров и так далее. Но я вообще говорю, эти отдельные министерства, раз они будут отчитываться перед парламентом, то не обязательно формировать вот кабинет министров. Дело в том, что каждое министерство само по себе отчитывается перед парламентом. В парламенте есть комитеты и комиссии, которые сотрудничают с этими министерствами по профилям, по отдельным вопросам, будут создаваться в парламентах комиссий, куда будут привлекаться специалисты с любого министерства и так далее. Ну, это понятно, да? Это чисто рабочая жизнь. И зачем вот это наслоение в вот этом маленьком государстве из бюджета убивать суммы такие колоссальные на содержание, там же и техника, и оборудование, и машины, и шофера, и обслуживающий персонал, для того, чтобы даже здание, отдельный кабинет министров, там, правительства, 1000 заместителей этих. Ничего, это должны быть отдельные министерства, которые, в общем-то, очень самостоятельно, ну, по проекту, по плану, конечно, разрабатываются, отчитываются и так далее, но эти министерства отчитываются перед парламентом, перед этим, и прозрачная работа у них. Точно так, как прозрачная работа и парламентов, и комиссий, и комитетов. Кроме спецслужб каких-то, государственных секретов и так далее. По большому счету, любой гражданин республики в любое время должен иметь доступ, ну, в смысле, во всяком случае, информацию какую-то дать или получить информацию из вот этих вот институтов власти. В смысле, не просто на их сайт зайти там и 1000 лет ждать ответа на звонок и так далее, ВКонтакте, чтобы вступить там, с трудом найти их телефон. А в прямом эфире должны происходить все совещания и так далее. У них должны быть люди на телефонах сидеть для того, чтобы в любое время гражданин Чеченской Республики имел возможность выразить свое предложение. Может быть, некоторые из них будут ставиться на, в смысле, голосование в парламенте, может быть, какие-то реформы люди будут предлагать, может быть, их будут приглашать в какие-то комитеты и комиссии, потому что у них рациональные какие-то, существенно эффективные для государства предложения, особенно в экономическом вопросе в этом деле. В общем, очень должно быть все прозрачно. И поэтому должны быть реформы, конечно. Но они, все это будет анализироваться, и почти все, кстати, вот этот вот референдум, вот это вот волеизъявление всех граждан нашей страны, при сегодняшних технологиях и при количестве, ну, вот, в общем, небольшая у нас страна, да, мы можем это буквально за короткие сроки и минимальные затраты на это. У каждого человека есть телефон. Можно разработать программу, и у нас будут программисты, обязательно будут, и они есть сегодня даже. Я имею в виду наши уже чеченцы. Разработать программу там несложную какую-то, и чтобы мы голосовали. Все это можно сделать. Главное, это нужно узаконить все. Ну, если кто-то будет против и будут против этих реформ большинство, конечно, будет так, как проголосует большинство. Но предложения, конечно, есть, уже есть какие-то идеи у людей, а вновь избранный
парламент будет генерировать это, отстаивать, кто-то будет. В общем, будет живой организм нашего государства. Да, Алла. Ты это жду тебя, там у нас 4 часа уже, через минуту осталось. Да, есть еще вопросы. Сейчас я зачитаю. Так, информационные ресурсы забиты русской пропагандой. Как будете бороться с ней и что советуете другим? Надо вести антипропаганду. Ну, это Чем больше, лучше. это сейчас такая большая тема будет, если мы эфир уже у нас к концу подходит. Может, мы на следующий эфир как бы перекинем? Ну, я могу вкратце попробовать ответить. Да, Но это максимально. да, максимально коротко. Это один из механизмов. Российская пропаганда работает так эффективно, потому что ей нет вообще никакой альтернативы, даже с обратной, да, стороны. То есть абсолютно все остальное запрещено, разрешена только она. В демократическом государстве сама естественным путем будет слово. Можно я один вопрос зачитаю? Мне буквально недавно написали в личку. Последний. Здравствуйте. Спросите, пожалуйста, у уважаемых спикеров, допускают ли они, что люстрированы будут сами? Ничего себе, люстрировано. Ездишь, это мы же об этом как раз и говорим, что законы, самая важность вообще вот этих законов, да, она заключается в том, что не в том, какие, например, там будут законы, или не так в этом она заключается, да, как в том, что каждый должен быть равен перед законом. И поэтому я не знаю, на каких основаниях этот вопрос задан. Если какое-то основание есть, пожалуйста, его в студии, потому что у нас в партии состоящие люди не являются работниками каких-то русских институтов, не являлись. Если у кого-то какая-то информация есть, вот как насчет Кутаевых, как насчет вот этих Гирихановых, там, как насчет остальных там каких-то офицеров российских, то, пожалуйста, в студию. Может быть, мы что-то пропустили. А так, да, конечно, любой должен быть подвергнут проверке, там, анализу. И, конечно, допускается. И кто этот народ, что ли, допустит, чтобы одних проверяли, там, других не проверяли? Конечно, всех надо проверять. Там комиссию создать надо, очень жесткую комиссию создать по люстрации. Я еще вот по поводу предыдущего вопроса тоже хотел, как-то вылетело у меня, да, вот насчет реформ и так далее. Просто вот эти все реформы и вообще возможность воссоздавать наше государство. И ну, мы сегодня не в состоянии, потому что вот этот русский мир, он нас полностью разобщил, загнал в такую ситуацию, из которой нам самим без помощи мировой общественности не выкарабкаться. Тем более с вот этими идеологиями и так далее. Поэтому обязательно просто мы нуждаемся, вот то, что мы говорим, там, протекторат, там, поддержка мировой общественности. То есть мы все должны сначала осознать наше положение, потом, если это полностью выхолостить из нашей среды вот эти идеологии, объединиться в национальных интересах
поднять национальное самосознание и полностью всем направить весь свой потенциал на работу с международной общественностью. И вот в будущем просто нам переходный период, вот эта вот взлетная полоса, она нам просто необходима, чтобы иллюстрацию создавать и временно какие-то вот эти правоохранительные органы, судебная система та же. Вот смотрите, у нас в государстве отсутствует судебная система, как и язык, там, валюта и так далее. То есть на первом этапе у нас, чтобы взлететь, что-то мы должны как бы использовать, да? Вот этот переходный момент. И, например, судебная система у нас не существует. У нас после первой, то есть у нас до первой русско-чеченской существовала, мы опирались на совковую вот эту вот систему. То есть у нас так и прописано в законе, пока мы свое не выработаем автоматом, все институты, работающие в совке, продолжают дальше работать. И вот эта судебная система после первой русско-чеченской нам завезли шарикат из Судана. Из страны, которая самая бедствующая страна, в которой с голоду люди опухают животы у них, они лежат там на полу, и весь мир туда ездит, им пытается помочь, там, им, я не знаю, пожертвования там и так далее, собирают колодцы, им там копают, одевают их, кормят и так далее. Вот туда полезли и вытащили оттуда какую-то бурду какую-то, суданский уголовный кодекс. То есть в эту бурду нам вообще суваться нет никакого смысла. Потому что мы же уже понимаем, что какого-то шариата его не бывает, какой-то вот этой законодательности, она не существует. У каждого свой шариат какой-то, свои какие-то законы. Поэтому для чеченцев просто необходим, там опять-таки же важность не в том, какие законы, как они будут, то есть действовать, а важность в том, что для всех он будет равный. Вот если мы берем какой-то закон, то есть нам изначально нужно на международное вот это вот право опираться, то есть брать изначально ту или иную судебную систему, тот или иной уголовный кодекс, уже существующий в мировой практике. А уже со временем нам нужно будет вырабатывать и подстраивать это под свое чеченское. Но с условием, что это не будет выходить вот из рамок общепринятого международного там во всем мире существующего. То есть там, например, если мы в дальнейшем будем вырабатывать под свое чеченское какое-то там уголовное вот эти вот те или иные там наказания, да, преступления, они должны будут, если мы хотим, чтобы они соответствовали там с нашим самобытом и, соответственно, не выходили из рамок международного права. Просто если это будет приниматься какая-то смертная казнь, то опять-таки надо понимать, что не меня же будут там казнить в этом государстве, а вы все будете в стороне смотреть и там свистеть, Мохаммедович, короче, давайте его, вот так вот его повесите там и так далее. Нет, там не только меня казнят. Там будут казнить всех, кто так или иначе оступился. То есть это каждый потенциально, вы все, кто слушаете, каждый, возможно, где-то, то есть человек не застрахован от совершения преступления, и всех ваш близкий родственник также не застрахован от совершения каких-то преступлений. Поэтому это всем будет одинаково. Если мы будем пожизненные сроки, или у нас будет там 25 лет потолок, или все что угодно, что мы будем принимать, это будет для всех одинаково. Как и для рядового какого-то там сельскохозяйственного деятеля, так и для чиновника любых, там, я не знаю, мастей. И даже наоборот, у чиновников это должно быть более такой жесткой форме, потому что человек, который несет другим, предлагает, короче, какие-то там культуру, какие-то ценности, он
еще больше должен как бы соблюдать сам вот это все. Вот из этого важность. А так, да, надо будет это все вырабатывать. Так что учитесь, молодежь, юристы, учитесь, учите международное право, дерзайте в будущем. Все вот это надо нам вырабатывать. Уже ставьте планы какие-то. Вот так или вот так вот будет у Ибрям, нас. я бы хотел пару слов добавить по поводу вот люстрации именно для наших вот там, что происходит у нас дома. Все равно люстрация будет, и любого человека будут проверять на его прошлое и так далее, спецслужбы. Ну, комиссия по люстрации будет функционировать. Но сейчас меня вот в процессе, когда ты говорил, в одну сторону это дело, я, знаешь, о чем подумал? Что в этой жизни из-за стукачей во время Советского Союза были такие случаи, что некоторых проверяли. Но я не говорю, что мы так же будем. Я не говорю. Дело в том, что у нас будут институты работать, и мы не будем подвержены какой-то там коммунистической программе и так далее. У нас будет цель восстановить наше государство и благополучие усилить, увеличить там и так далее, благосостояние нашего народа. Но речь идет о том, что комиссия этот может, вот сегодня кто-то там, коллаборант и так далее, вот такая у него, да, там, видимость. А выяснит вот эта вот комиссия, может выяснить, что он заслуживает там какого-нибудь, не только там, что он профессионально заслуживает оставаться там в профессии, занимать какую-то должность. Может быть, к нему отнесутся не просто лояльно, а с уважением, потому что он достойно прожил там, служа в каком-то институте, вот в этом коллаборантском, и выполняя, в общем-то, должностные свои функции, не заморал ни честь свою, не ущемил никому жизнь, там, помог кому-то и так далее. Всякое бывает в этой жизни. Я не говорю, что такие есть, или я таких слышал, но я говорю, все возможно. Комиссия будет работать. И будет работать со всеми, с любым человеком, даже самым знаменитым, самым лучшим из лучших, его будут проверять на любую должность. Я имею в виду, сначала это будут парламентские выборы, потом дальше и так далее. Комиссия работать будет все. Первое, что нужно будет создать, если получится, конечно, это будет вот эти вот институты, которые будут контролировать вот эти вот силовые структуры и так далее, которые будут помогать порядок наводить в стране. Ну, потихоньку они будут совершенствоваться в процессе жизнедеятельности, но первое начинать будем вот так, наверное, скорее всего. У меня вопрос. Микки, что? У меня вопрос по поводу иллюстрации. Просто сейчас вот так вот возник сразу. Если иллюстрация это хорошо, съемки, они всегда должны быть, если что-либо такое происходит. У нас вот есть, наверное, есть люди, которые знают, понимают в этом вопросе лучше, чем я. Есть возможность, например, заставить Москву рассекретить информацию о людях, причастных там, к каким-то преступлениям. Я имею в виду те, которые работали в Чечне или там были каким-то образом у нас завербованы. Есть возможность заставить Москву, например, раскрыть эти секретные документы? Какое-нибудь юридическое? Это для того, вот когда говорили о взаимоотношениях междugосударственных, вот это нужно на такой уровень выйти,
Короче, у нас нету такого возможности повлиять на это. Но со временем или насколько изменится состояние России, мы же не можем сейчас, мы можем предполагать, гипотетически рассуждать, а это же бессмысленно. Вот в зависимости от этого, вот эти контакты, диалоги и так далее, политические связи, отношения, экономические там, отношения между силовыми структурами, договора и так далее. Это будет не сразу. С Россией у нас, возможно, будет это не сразу. Но у нас тоже будут работать специалисты, и в разведке будут работать. Все будет так, как получится. Но таких рычагов влияния на это у нас нету. И, по-моему, даже в мире нету, если Россия не развалится и уже до такой степени, что там другие институты придут к власти, которые захотят этого, сама Россия. Ну вот, помните, когда Ельцин делал такие, в кавычках, то есть болванивал, или когда Запад, весь мир, поехал туда, в Конгресс, и выступил, что они будут со всем миром секречивать архивы КГБ, то есть там чума, вот это в лице советской красная чума побеждена, там туда-сюда. Короче, клялись мамой, что будут вместе со всем миром сотрудничать. И после этого там, Боже, храни Америку, и там хлопали, все стояли. То есть вот это вот в следующий раз, ну, я уверен просто, что после того, как сейчас, в то состояние, в котором сейчас находится весь мир, да, в таком опасной ситуации, да, там, когда ядерным оружием размахивают сейчас, вот уже после вот этого, то, что сейчас происходит, когда уже в следующий раз русских будут усмирять, то там уже наверняка придется им сотрудничать со всем миром. Вот. В такой ситуации, конечно, у нас будет огромная возможность полностью как бы уже добраться до этих архивов там и так далее, если весь мир уже будет над этим работать. Ибраим, Помнишь, потом уже, там буквально через 3-4 года, в 98-9 году с этим китайским, где он встречался, Ельцин, лидером, и там он говорил, кажется, Клинтон забыл на секундочку, на минуточку, что мы ядерная держава, там, и так уже тогда начал, даже уже Ельцин начал угрожать, там, не то чтобы Путин. Да. Ибраим, if даёле Чайна, сахата дирхлайк насчет русского языка, будет ли он вторым языком или его вообще запретят? Может, мы коротко, будет справедливо, если мы на этот вопрос коротко ответим. Ну, там было задано, что будет с русским языком в нашем государстве, да? Да, Ни один запретят его, язык, или он будет, или же он будет вторым языком, но зачем он нам нужен вторым языком, тоже не он понятно. государственным не будет, а вот отменять в языке никакой язык в нашей стране не будет. Если кто-нибудь захочет за свой счет сделать школу любого языка, и если они набирать будут туда учеников, желающих учиться на этом языке, то никакого запрета в нашей стране не будет. Лишь бы они не занимались подрывом государственных устоев. Вот так вот. Но Ну, государственным языком русский больше никогда не будет, если мы восстановим государство. Ну, опять-таки, это как бы прерогатива Олицунах, чеченского народа, то есть это в любом случае будет обязательно должно быть вынесено на повестку дня, и чтобы как бы народ решал.
Но вот мы, как там политическое движение, там, как демократическое движение, ну, мы просто полностью руками и ногами и попытаемся сделать все, чтобы вот от этого русского мира, как Фараму говорил, еще чтобы их дерьмовый, я извиняюсь, конечно, это грубо звучит сейчас, но еще их вот этот язык, еще чего нам не хватало, чтобы их язык у нас, хотя в Бадыгдич, я не знаю, если у нас будут люди, большинство, которые от этого русского, это пуповина, и рацахедлуш. Конечно, там, наверное, они будут за это топить, но в любом случае с нашей вот стороны вот этот их язык, который через их язык потом приходит к нам, их пропаганда, вот тот же русский международный исламский терроризм через их язык к нам пришел. Даже вот эта разобщенность и так далее, все, весь вот этот мусор с их ОРТ, РТР, вот эти вот свалки, средства массовой информации. То есть от этого массового, тем более язык врага, чтобы он присутствовал во главе государства, ну, как бы все равно мы должны это пропагандировать, да, в нашей среде, чтобы о недопустимости этого в будущем. Но вот наша, мы как партия, мы просто будем на этих позициях стоять, все наши соратники, соотечественники. А так, если кто-то учит этот язык, язык врага, там как, чтобы там дополнение, какие-то там отношения и так далее, или для своей там личной, я не знаю, каких-то финансовых, там, Пускай экономических дел. язык в русской литературе учат, хоть по каким причинам, даже по любви к России и к русским. Да, как Пускай угодно, учат, да. это не наше дело. Дело в том, что на государственном уровне нужно знать, а мы знаем, любой чеченец знает, что в этом мире, в информационном пространстве ложь распространяется. Большая, самая невероятная, самая фантастическая ложь, и постоянно, и бесконечно горы лжи распространяются на русском языке. Даже в других странах. Ну, в смысле, они, если представители этой нации там внедрены куда-то там, они в других странах действуют, там агентура действует, и ложь, бесконечная ложь от них только. И на русском языке она доминирует в любых источниках. Да, вот их не требует, чтобы избавиться от этого. Присягум ду просто молодежи постоянно, ну, максимально шницпоч бэрда. Хок эрианцам ишта аймуш бушун масэр инглсмот. Вот цахбэшэ буй полностью шайтан жимма шэ мокхэн чуадэц инглсмот вэш нохчмот инглсмот цутит итаардэц. Просто хэн тиошол зэмэн чуач о юшэр болшмот букус. И хэта штамца дөөлы тигер. Да, лыжи, да. Ну, куз лички чутори хэта, что насчет вот этого, сэкэн там, свам хум куас лушвек там, например, в дальнейшем, проект шумле, ешала там, общественно хумлилу швелага. И как бы дана тум куаса, что да. И система тоже не сирует. Там PayPal дела, там электронный перевод дела, когда примерно там разные, короче. Я бы хотел по этому поводу уже несколько раз задавали, и в личку людям задавали, и так в группу закидывают. Эти вопросы уже повторяются, и мы как-то легко к этому относимся, а фактически
нужно не только там, вообще во всех, все какие можно там этим, надо открыть, надо доступ, и чтобы не афишировал вот этот человек, который там перечисляет, они некоторые же не хотят афишировать это, чтобы это было видно и так далее. Ну, там есть какая-то система. Все это нужно, чтобы ребята проработали. Я это говорю специально в эфир. Ага, раскошно дахай без рухардоти. Не, просто ашпот нах барвай не бар. Да, дикник, да. В И общем, чё? все нормально. Дик далеко. Дела дана театро нюга тажим моде яхиет алхиет дахиета мобо беш дана тендать это так сказать своеобразная благодарность человеку за его проделанный труд, так скажем. Ханна он же это разбираться, да что он я холодно и контент ила ролик ила и тажим хайпе. Да. Цахум тоже хотел дополнить Дирдерес насчет финансовых, да? Просто дакиету, да, свой куза. Именно войдуются куда там и национальный интерес сплотить, да, потом политически, в политическом поле, короче, как бы продвижение, что в этом направлении, чисто в политических процессах, там, происходящих среди чеченцев, там, ну, или с внешними какими-то силами, там, устанавливать контакты и так далее. Ищет нацеленность, уж он, политическое движение, видите, Сundel ishta вличку цатош вел цацумны ши масала ishta ше там халвол шу или херду вожду и просто хуза инсок эриан цемел вол нохчи политический иммигранту как бы хокуз хайрт и лехт хайр ishta годеш хузар пача халкш Шебол тедатер велачи интегрироваться динак баллау интегрироваться дез ше как бы пача халко секен хума луш ишташу ишта ситуация куза конечно скуза бизнесмен шербу ишта яхки тарун шолш например целый юштан года и шолш я тамер били шолш я та лазин лазин ба садах китамгар шолш волна хаси хаба ди хаба ишта к сожалению, что там больше хирюки коронш, короче, 20 тысяч. Тундел та лилу что по этой части, да, что по гуманитарной, по вот этой благотворительной, по этой части, та колоди, тяхки, междик, да и потом та больница волчун. Единственное, та кузаму далуду, та личный та Шен войз виза гуйта, ну, 20 та ще терон хайжен бед цедалокес. А так общественной, политической деятельностью, куз, например, кушал, да, на именно на политическое, общественное дело чеченцев. Ищ тебе вариант, я что куза. Если та воюющий гуманитарный организации или там благотворительные и цер как бы циг дадиш лихар душанис он эльч там масала коз татарох эльчам просто баргне гарца тухша да ишол шлерс да саях катарон има дуйва дуйцу гоца мэш пача халкы ой мэш мох юр берзич сега экономикой да юлич одуненте любой точке находиться бешол гражданин ой Sun мокшалан дарб да диеза, я цун цана и я не знаю, учун не постал да диеза юридически подел. Ишь тебе, има дуйваешь, как бы. А так вот в данной ситуации просто та пример шук, тарас культурный центр, хайвел цик цана хабух, меттек шук, что кучу алаемаз да меги, кучу хунеден, меги юхцун алаемаз, чуе междик да все. Как бы дадерзду. Изначально тебя хилил
инициативы и задаю их полностью. Сундел, если культурный, هم حدويل شوي и культурный تعداد есть, политический حدويل شوي, политический تعداد есть, религиозный, там, мечеть, иш تعداد есть, гуманитарный, там, وما благотворительно, что تعداد, тигем, да целоху зата, на хороших, плохих, полицейских, разбить цеденца, действовать дешься, хули, и уж цедалоху за. Что просто объяснить давай, кузбелу, что деятельность, как бы гуманитарный, велстак цавахичи, ишт, ихум, как бы, ихум дает что-то, кузай, что баркал, его их. هر قيدات يا خاطر نعيار زيوة أيوة خاطر يوق Biz de al down dikens bij масу маш ойл масер бюстек ойл нагасан все там общаться, да, просто кидар вистрела лучшек от и параллельно чатуй необратимый процесс. Чучва постоянно, что фирушен, сагат лучшек чучуэла вистрела, как бы чучва. Эфир шагал шушун постоянно, да, да. Короче, стыкчаем палате здесь, бля. Ну, да, хайнла, как обычно. Не основаться, все понял. Делай речь, слушаем, за эфир, что позволит, дека эфир полезно. Да, это убылся. А дека уматера. Амин. Biz de kalıyor.